Ну шо, всем здорово! С вами снова V92, и это очередной стрим по ОП-2.1. Да, немного поздно, согласен. Но так получилось. В любом случае, продолжаем проходить ОПшку, и это 100%. Так что начинаем. Сейчас только запустится. Так, что там? Что боятся китайцы, сами все напридумывают, вот и все. Не скажи, меняющие лица. Не скажи. У меня видос на канале есть по поводу коронавируса, если интересно, потом посмотри. Так вот, на самом деле они наоборот скрывают реальную картину, то есть у них на самом деле зараженных намного больше. А сейчас они уже распространились уже в другие страны. Ты слышал, например, меняющие лица, что сейчас Италия на карантине из-за коронавируса? На карантине Италия. Потому что туда все пришло. Уже даже до Америки добрались эти зараженные. Так что вот так вот. Лонер, доброй ночи. Почему V92? Что значит? Ну, так исторически сложилось. А так вообще это составляющая из имени и года рождения. Ну а когда канал называл, то думал, почему и нет. Как бы название уникальное. Найти его несложно. Так что перекочевало это название еще со сталкерских времен. Ну и вообще не только со сталкерских. На название канала в Ютубе. Я тебе больше скажу, уже в МСК есть. Конечно, есть. К нам быстро пришло. Где мы и где Китай? Вообще рядом. Угу. Так, в прошлой серии мы развалили снорка и за это, блин, на этом закончили. А еще у меня покоцался экзач. А это не айс. Так. Погодите-ка. А где у нас там следующий тайник был, Костя? А, на янтаре, все. На янтаре тайник. Значит, куда мы идем? Может, я вчера и смотрел перед выходом, но я уже забыл. Решительные меры. Ой. Лютый похититель на свая бегает там. В принципе, нам надо шурупу отдать тиски. Потом можно идти в забытый лес, говорить с крестом. Он нам даст переход на стройплощадку. А на стройплощадке мы уже сможем найти ПДА тирана. И по поводу карты памяти мы проверили базу военных, проверили базу бандитов. Осталась база монолитовцев в Припяти. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Но в Припять мы пока не пойдем. А когда пойдем, ну, пока не пойдем, короче. Потом пойдем. Сейчас нам надо, наверное, не знаю, на свалку пойдем. О, ящичек. $22.50 у нас, ночь уже. А, к Борову нас зайти. Квест у нас на монстров. Порви, да, я побаиваюсь. Тут прикол в чем, меняющие лица? Сам по себе... Отвалите.
Тупые псины, сказал же отвалите, что непонятно. Вот теперь без хвостов остались и без башки. Короче, прикол в том, что сам по себе коронавирус, он не такой уж, ну, пока что и распространенный. Но прикол в том, что от него вакцины нет. От него умирают в основном. А теперь соло на вокальной гитаре. Ты сможешь вылечиться от него только если... Ну, короче, если у тебя организм сильный. Тебе никакие лекарства не помогут. А вот ОРВИ там или грипп, от которого умирают намного больше людей, от него-то лекарство есть. Так что его проще вылечить. В этом-то и весь прикол. А коронавирус вообще странная штука. Дома с бабами, с кентами. Сейчас вот эти все новые вирусы, которые, они все из Китая идут. Кто заметил? Да так, что получился шестиствольный гранатомет, который потом, между прочим... А из Китая они идут, они что-то жрут вот этих мышей сырых, короче, живьем, что-то, ну и все в таком духе. А от такого не только, блять, вирусы появятся, еще что-нибудь похуже. Так, все. Всем привет, я только проснулся. Че, спал, что ли? Слышь, уйди с дороги, ты. Ну вот, нехило побарыжил. Коп в Германии, здорово. Как жизнь? Вот только час назад премьера видоса нового была. 4-я часть Шурфа в пещере. Так что, если интересно, заходи, смотри. Ну да, вакцины нет от коронавируса, только организм способен выдержать. Не, ну сейчас уже потихоньку начинают лечить. Вот китайцы берут плазму крови у тех, кто вылечился, и переливают ее, и так лечат. Но плазма крови это тоже такая непростая штука. Там могут быть другие заболевания, а простерилизовать-то ее нельзя, потому что там антитела от коронавируса находятся. И получается так, что есть вероятность вылечиться от коронавируса, но заболеть чем-нибудь другим, каким-нибудь гепатитом Б, там, туберкулезом или еще чем-нибудь. Или вообще СПИДом каким-нибудь. Короче, это такое. А вот именно вакцины пока нет. Что происходит? Ага, понятно. Ясно, понятно. Обязательно пещеры. Ну, смотри сам. Хочешь или не хочешь. Заходи или не заходи. Что ты, кстати, сделал с дном бутылки и осколками посуды в последнем видосе? Лежат в находках. А вот эти бутылочные донышки старые, я их потом отполирую. То есть вот эти края, которые внизу острые, я их, ну как, не отполирую, как это. Ну, короче, спилю их этим точильным камнем, потом отполирую, и будут, короче, такие экспонаты прикольные. Охотник, ты что тут делаешь, слышь? Вадя дятел. Ну ты реально дятел. Ты ж прям в логово собак идешь. Кстати, это интересно. А что он сделает-то? Максим Рыскулов, здорово. Всем уведомления позже пришло. Да, мы начали только недавно. Как бы. 25 минут идет стрим. В Германии постепенно начинается паника. Спасибо этим вирусам. Ну да. Есть такое дело. Италию уже на карантин закрыли. Они там уже боятся уже, прям не знаю. Там некоторые области вообще из них людей не выпускают.
вирус из Китая, нафиг он появился. Ты думаешь, это первый, что ли, вирус из Китая, меняющий лица? Их уже знаешь, сколько было даже за последние 20 лет, если взять? Уже вот это все, что было, атипичная пневмония, там всякие свиные гриппы и прочее, это же все из Китая пришло. Специально просто так появился. Я ж тебе говорю. У них, как бы, традиционная пища, это вот много входит всяких сырых продуктов. Они насекомых живых жрут, они мышей живых жрут. Как ты думаешь, это нормально? То есть вот так ты жрешь, а там что у этой мыши, ты ж не знаешь? Что у этого насекомого, какой вирус у него? Вот он попадает в организм, мутирует, и получается, что этот вирус, который изначально вообще не должен был действовать на людей, мутирует и заражает людей. Вот так вот это работает. Потому что коронавирус, это не название этого вируса, это целое семейство вирусов, которые называются так потому, что они передаются только от животного к животному. То есть вы поняли, да, к чему я клоню? Китайцы сожрали кого-то живьем, этот вирус попал в человека, мутировал, и в результате он уже не только животных заражает, но еще и человека. Круто, да? Согласен. Очень круто. В кавычках. Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Так, что-то еще. Официальной версии не существует. Официальная версия существует, но официальная версия на самом деле она неправильная. То есть они говорят, что там типа он появился там в городе там Ухань, но сейчас уже понятно, что он извне пришел. Из другого места какого-то. Так, надо подумать, куда идти-то. Компьютер это Круглову. Компьютер Круглову. Блин, я не знаю, слушай. Ладно, пошли реально. Не, в бар сначала я хочу забрать вот отсюда все. Скинуть в нычку. А потом уже пойдем по всяким там янтарям. Тут вон сколько всякого интересного лежит. Чё? Добыть кровь камня. Это у нас Витек Ворон, я понял. Скоро у меня уже место закончится. Круто. Блин, жрать мышей. Фу, противно жрать мышей. Кто додумается до такого? Кто? Китайцы? У них это традиция. Речь о Сибирке? Нет, речь о коронавирусе. Сибирка, конечно, тоже ничего приятного, но, насколько я знаю, она хоть как-то лечится. А вот от коронавируса пока нет никакой вакцины. Тут уже явно ничего хорошего в этом нет. 564. Кстати, а где я оставил грави-костюмы? Я не знаю. Где я их оставил? Хер его знает. Так, патроны смогу все забрать? Да. 588,3, 595. Ну, давай Мурку еще возьмем. Сколько получается? 592 из 595. 3,6 кг. 0,9 кг. Давай вот 0,9 кг берем. 1,2 кг берем. Все. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. О том, чего нет, ну... Откуда вы вообще взяли такую информацию, что его нет?
Он есть. Что, думаешь, просто так все кипишуют? Вот недавно Италию на карантин закрыли. Ну, никого туда не пускают, никого не выпускают. Некоторые области вообще закрыты. Карантина не будет. Для Китая каждый день отдыха такие убытки дает. Карантин будет, пока не найдут вакцину. Если карантин отменить, то вся планета нахер вымрет. Если даже с карантином люди как-то умудряются заражаться в других странах. Вот как? Потому что китайцы туда прилетели. Заразили остальных. Вот недавно была новость о каком-то корабле пришвартовали, там зараженные. Да, было такое. Там был круизный лайнер, там больше 3000 пассажиров. Его сначала тоже на карантин закрыли, ну а потом там позаражались уже до хера людей. Не знаю, что они сейчас с ним делают. Короче, что хотели, то и получили. А китайцам-то что, им нормально. Да. Вы это слышали? Через закрытое окно даже было слышно. Как этот дебил вообще едет в этой машине с такой громкостью? Вы слишком Ай, твою медь. Да. Да что я? Что? Я ж не... Да я ничего не брал. Блять. Я что, взял это говно, что у него было? Странно, я ж ничего не брал. Что за дебилизм вообще? Как это работает? Псины. О, эффект обоссанного экрана. Что за жопа? Привет, где оптику взять? Навал? Купить? У Адреналина есть. У Петренко есть. Ну или можешь не покупать, там, когда Дара-Дара дойдешь какого-нибудь, там у монолитовцев будет валы с прицелом. Так, что там? Извиняюсь, я не знал, что столько микробиологов в чате, да. При чем тут микробиологи-то? Я ж у тебя на полном серьезе спрашиваю, откуда такая информация, что вируса типа нет, что его придумали? Вот откуда такая информация? Кто это вообще такое ляпнул? Так, не ругаемся. Человек не верит в вирус, это его личное дело. Но мне интересно, почему он так думает. Сейчас он аргументирует, почему он так думает. И все. А ругаться не надо. У Адреналина, да, у Адреналина есть. У Петренко есть.
Сколько к нему не ходил, не попадались. Прицел. Вот, написано. На каждом оружии написано, какой прицел нужен. На вал идет прицел POSP 3.9 на 42В. Он, не знаю, он у меня всегда попадается. И у Петренко постоянно в продаже есть, и у Адреналина. Я его купил еще в первый заход в бар, когда я к Петренко зашел, и сразу его взял. И все. Вот он у меня до сих пор. Сейчас вот на радар собираюсь. Ну, если ты уже дошел до этого момента, ты спокойно можешь купить. На радаре СВД с ПСО-3. Есть такое дело. Мне СВД не нравится. Русские СМИ и не такое могут рассказать. А в смысле, по поводу коронавируса ты имеешь в виду? Согласен, русские СМИ искажают информацию очень сильно, но я смотрю не только русские СМИ, я смотрю источники именно зарубежные. Я как бы языки знаю, я могу себе позволить. Заходи попозже. Может, разживусь чем-то Спокойно времени. просто могу себе позволить брать и из-за оригинальных источников все это читать. Российские СМИ я вообще не смотрю, потому что тут только вранье сплошное. Вообще по любой теме, какой ни возьми, вранье сплошное. А если не вранье, то или что-то не говорят, то есть обрезают информацию, или вообще херню несут. По поводу российских СМИ я согласен. Та еще ублюдская контора. На оружии тоже написано, но не было. Ну как не было? Вот смотри, я у Петренко. Вот у него прицел этот. 12к стоит. Че не было-то? Вот я просто к нему зашел продать, что там у меня было ненужного. У него есть этот прицел. Вот он. Лежит. Все. Кстати, этот педик продает заряды к РПГ. Я как дебил бегал по всей зоне, искал их. Блин. Ладно, ну теперь они мне уже не нужны. У родных спрашивал, про это не верят. Ну, они, наверное, не верят, потому что это говорят российские Если СМИ. не нашел, чего искал, То есть это извини. уже как бы рефлекс не доверять, что говорят российские СМИ. Но если они языки знают, пускай посмотрят иностранные СМИ. Даже президент Китая встал на колени перед народом. Ну, это я согласен, это правильно, потому что правительство изначально это слуги народа. То есть их как бы народ нанял на работу. Народ нанял их на работу, а не так, как у нас. Что делают, что хотят, просто абсолютно на народ давно насрали у нас и просто делают, что хотят, вообще никого не спрашивая, ни разрешения, ничего. Чисто как источник для налогов используют, или там кого-нибудь посадить, если... Так. Передать данные Иванцову. Вернуть ружье охотнику в баре. А где это ружье? Я не знаю, где оно. Так, уничтожить лагерь-бар. Меняющие лица в новостях передают. Ну, не знаю, если это в российских новостях передают, я бы не стал прям так доверять, прям так сильно. Я бы вообще не стал. Ай, что я делаю вообще? А, стоп, все нормально, все нормально. Просто надо сделать вот так. У нас есть, допустим, гранаты, да?
Вот светошумовые выкинем. Снежинки тоже выкинем. Обвесы. Обвесы выкинем. Медикаменты. Так, энергетический напиток. Водка. По-моему, там была уже водка у этого. Вот и хорошо. По-моему, 8 бутылок уже на складах. То есть возьмем... Ну, ладно, возьмем 5. Пусть будет 5. Бинты. Что завязывать пора. Оставлю себе Настроение хуже. 13 штук. Артефакты. Так, батарейка. Бенгальский огонь. Вспышка. Не тот уже Выверт, товар. грави. Не тот. Неужто завязывать? Душа, каменный цветок, капля, колобок, колючка, кристальная колючка, кровь камня, Одни, ломоть мяса, лунный свет, медуза, другие то ли нас от зоны, огненный шар, нас охраняют. пленка, Солдаты, блин, тоже. пустышка, Шлепнуть, что высмотреться. репей, Пить как охота. сияние, Сейчас холодного. слизь, Да чтоб в нос спрут, шибало. стальной колобок, ухо, чертополох, чешуя. И вот это все. Да. Настроение хуже не бывает. Пожрать бы чего хорошего. Так, что там у нас? Так ведь нету. Посмотри, даже набери в гугле вообще ни при какие встал на колени, вообще ничего нет. Есть, возможно, он все-таки не появится, но должен. Это ты про прицел, что ли? Появится? У меня всегда есть. Опять сапожище хреновые подсунули. Ссылку дай. У них совсем Ну, совести нету у этих. я согласен, надо пруфы давать, если ты говоришь такие вещи. То есть, причем пруфы, то есть оригинальные. Это если президент Китая встал на колени перед народом, это должно быть в китайских СМИ. Хотя вы, наверное, китайский-то не знаете. Почему некоторые и учиться не хотят? Кино американского насмотрелись или крышу срывают? Вот я и спрашивал, помимо торгашей. Аномалии. Он тебе Я же говорю, Нет, Ваня Батя, если тебе повезет, с какого-нибудь сталкера выпадет такой а колбасу и батон? вал с прицелом. Ну, больше всего вероятность такого это на радаре, в Припяти или на ЧАЭС. В X10 еще может выпасть. Вот ведь как грустно все выходит. Ружье в радиационном доме на ДТ есть в сейфе. Я знаю, я его взял, но я его куда-то в нычку выложил, я не помню куда. Учиться ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему право. Мне вообще интересно, с чего это президент должен вставать на колени, если он не виноват в том, что появился этот ваш коронавирус. Да. Президент должен вставать на колени хотя бы за то, что он не предусмотрел это, что он не предотвратил это, что он допустил такое серьезное заражение, что его граждане, которых он выбран защищать и вести как бы, ну, теоретически в светлое будущее, то есть они вместо этого умирают из-за какого-то вируса. Вот хотя бы за это. Оно-то понятно, что для тех, кто в России живет, это сложно представить, что вот кто-то может реально из правительства перед народом что-то там извиняться, хотя бы не говоря уже о том, чтобы на колени встать. А вот в Китае может. И не только в Китае. В Европе может, в Америке может. Это только в России у нас так. В лучших традициях африканских банановых республик. Так, консервы. Мухомор. У меня есть мухоморы. Кто мухоморчики будет? Money Collection Review, Wow Games. Yeah, Money Collection Review. This is Stalker. Максим Рыскулов, Убромов, Барри. Чё? Да ПСО 3 зачем? ПСО 3 купить проще, чем за 8 сдвоенных F1. Это вообще... У меня за всю игру больше двух не было одновременно. Вот, Николай, напоследок задам
Вопрос, какие языки знаешь. Стаи. Русский, английский, испанский знаю. Чуть-чуть итальянский знаю. Чуть-чуть совсем. Другие Я его начал учить, но у меня тупо времени сейчас нету этим заниматься. солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Ладно, надо уже забить на эту тему, не то Валентин только идешь, тебя читает. Хи-хи. Да ничего, нормально. Да. Стрим, он сам по себе, то есть нужен для того, чтобы как бы с народом общаться. Если бы я хотел тупо играть и чтобы меня никто не отвлекал, ну как бы я бы не стримил, правильно? Нету у этих. За У неделю Брома цепочка. Вот дерьмо-то, а. А зачем тебе ПСО-3, Сергей Матвеев? Ни хабара, ни Объясни мне. приварка. ПСО-3 реально на радаре выпадает с каждого СВДшника, а там этих СВДшников ты найдешь до хрена просто. Совести нету у этих. Вот ты пойдешь на радар, ты сейчас с первого захода будешь этих СВДшников только и отстреливать. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так Стандартный ПНВ 6. другие то ли на Телевизор. зону сохраняют. Телевизор. Ну да. Тоже. Зомбоящика только в зоне и не хватает. Ладно, мухоморы выложим. Небольшой рюкзак выложим 10. Даже вот так сделаем. Все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки и лес рядом. И не радиация. Не могу ссылку скопировать и отправить. Это, YouTube не пропустит ссылку в чат. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои рвемся. Да мне-то и не надо. А чё тогда, что-то я не понял, а чё речь тогда зашла про этот ПСО 3? Зачем? Почему? И что же оно за выжигатель? Вот Николай понял, здорово летом, планирую какой-нибудь язык освоить. Инглиша и двух родных мало. Удачи тебе, всем пока. Я тебе советую испанский освоить. Испанский на самом деле входит в 5 самых используемых языков мира. Английский идет, потом идет испанский, и русский уже потом после них идет. Правду о нем говорят. Ну и еще, понятное дело, китайский. То есть он как бы самый распространенный чисто за счет того, что китайцев больше всего. Так, я нашел видео, но по-английски. Меняющие лица. Напиши в чат не ссылку, а именно название видео скопируй и отправь. Кому надо, тот забьет в Google и посмотрит. Или сразу в YouTube в поиск. Счастливого дня, бот Николай. Да, давай, короче. Благодарю за то, что зашел. Правда, у меня уже ночь тут. Ну да ладно, ничего. Меняющий лица замечательный пруф. Сам зайди и набери. Наберет, ты, я тебе говорю, название видео сюда скинь. Название, не ссылку. Самое главное, конечно, английский выучить. Да, английский это вообще must have для современного человека. Если ты не знаешь английский, это... Ты, короче, себе обрезаешь 90% возможностей. Причем абсолютно любых возможностей. По работе, по учебе, по какой-то другой деятельности. Ты просто себе вот вырезаешь их и все. Отсекаешь. А если ты еще и не только английский знаешь, а какие-то еще другие языки, то... Тут уже без комментариев, и так все понятно. Особые иглы. Но особые иглы, я думаю, холод не обидится, если мы их скинем. 12,7, 5,45. Патроны на петух. Ну, по-моему, все. Здесь у нас же патрончики лежат. А здесь что лежит? А здесь у нас лежит бронька. Вот, скидываем.
Кстати, я думаю, имеет смысл один гравикостюм оставить в инвентаре. Если что, можно будет его одевать. Это скидываем, это скидываем, это скидываем, это скидываем. Усё. Остались только вот эти стволы, но их потом продадим. Блин, ну блин. Сколько он весит? 13 кг. А, ну да, у меня ж куча квестовых предметов здесь. Давай вот это скинем, вот это, вот это. Ладно, это оставим. Узел, мало ли, вдруг что припрет. Да, скинем, короче, выверты. Новичков Сюда. найти, что собак нерезанных. И всё. Артефакты, выверт. Кстати, а как он там назывался, этот арт? Ну точно звери по цвету шкуры. Электрический микроб, вот. Разбойничали, Электрический микроб, его здесь нет. нас от зоны, Или есть? зону от нас охраняют. Не, нету. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Минутка чернухи на прощание. Китайский в связи с последними событиями скоро может стать чуть менее популярным. Возможно. Ты знаешь, бот Николай, несмотря на то, что это чернуха, но какая-то доля правды в этом есть, потому что китайцы, они же борются с рождаемостью у себя, Ни хабара, ни ограничивают ее, и несмотря на то, что вот они там, да, извиняются перед народом, но с какой-то стороны им это выгодно. домик, чтоб у речки. И лес, В какой-то степени им выгодно, что население уменьшается. Ну, по понятной причине, да? разных. Планета не резиновая. Пугатель такой. Технологии, которые могли бы помочь как бы это ограничение преодолеть, они под запретом теми, кто управляет этой планетой. Так что особого варианта свалить отсюда нету. Так что получается только вот всякие вирусы, войны. Ну, войны как бы сейчас не популярны, а вот вирус какой-нибудь новый, типа вот как этот, развести, это вообще как нехер делать. Так, что мы имеем? Испанский вроде бы один из самых легких языков. Максим Рыскулов, для русского человека любой язык, кроме китайского и арабского, очень легкий, если есть мотивация. А так да, он легкий. Ну, если ты его учишь, конечно, а не так чисто делаешь вид, что учишь. Ваня Батя подписался, лайк поставил, удачи, брат, в прохождении. Спасибо, Ваня Батя, за подписку. Всегда рад видеть новых людей на канале. А если еще и смотрите мои видосы и стримы, то это вообще респект вам пожизненный. Сейчас, конечно, другие языки, например, французский активно учат, но пока сейчас самый популярный язык английский. Лав, вбей в Google, как это лучше сказать, не знаю, рейтинг самых популярных языков или как самые популярные языки мира, ты увидишь, что там идет китайский, английский, испанский, еще какой-то и русский, по-моему, на 5-м месте. А французский он вообще где-то там ниже. То есть, если его и учить, то после тех, которые являются сейчас востребованными. А востребованными являются те языки, которые охватывают больше всего людей. Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу. Ага. И что он сделает? Башкой об стену будет биться. Парни, где АК-12 найти в игре? Ой, я не помню, где АК-12 найти. Китайский тоже набирает популярность. У меня в университете бесплатные курсы есть даже. Если у тебя в универе есть бесплатные курсы, советую, короче, на них записаться. Тем более, такие возможности бесплатно. Бесплатно просто язык поучить. Это охрененно. Я-то ладно, я по интернету учил. Да, суровая правда жизни. Бывайте, ребят. Давай, бот Николай, заходи еще.
Так, все прочитал наконец-то. Давайте уже что-нибудь сделаем, а то... Как делишки? Хотя, в принципе, я и не против. Будет такой стрим-разговор, почему нет? Тебе сюда нельзя. На фоне сталкача. Неплохо же? Нам надо зайти к Иванцову. Нам надо зайти к Воронину. Нам надо зайти к Захару. Так что поехали. Посмотрите. Вот, кому там пруфы нужны были, я не знаю. Если английский знаете, посмотрите. Вот. Меняющий лица что-то написал там, название какого-то Здоров. видоса. А потом скажете, то это или не то. Это хомяк. Не буду я тебе ножи таскать. Слушай, не обессудь, короче. Ну не пуха. Но объявил и объявил. Ну хз. АК-12 вроде за дом привидений, но это не точно. Я не помню, за что АК-12, так что не буду ничего говорить. Ща бы тебе по кайфу достать ВСС Винторез ПСО-3. Ща бы мне по кайфу достать это Винторез Воронина, который износа не имеет. Это надо на радар идти, короче, дверь вскрывать. Так, Иванцов, ну что, принес я тебе кое-что? Не ори, давай так, чтоб никто не видел. Вот твоя флешка. Доставай свой наладонник, пиши рецепт. Понятно, понятно. Морской еж из трамплина. Есть для меня что-нибудь? А у тебя? Работа есть какая? Ясно, понятно. Погоди, Лав, а что за Винторез ПСО-3? На Винторез вроде тоже вот этот посп подходит. Прицел. Есть разговор? Слушаю. Хотя, может, я и ошибаюсь. Вот выполнено задание. Может, это и правда. Но что лично мне не нравится? Когда имеешь такую защиту... Свалка. Ты самый крутой, что ты почти бог. Куда мы теоретически пойдем? На склады пойдем, да? Это что? О, короб с патронами. Теоретически мы еще пойдем на радар. Короб с патронами и патроны для снайперки. На янтарь пойдем. Давай вот это возьмем. Иванцов за плейбой дает с оптикой. Я в курсе. Будь У здоров. меня этот квест висит, я дверь не вскрыл до сих пор. Надо код гуглить, я его опять забыл. Потом, как на радар пойдем, уже будем с этим винторезом разбираться. Что у нас есть за квесты? Не знаю, раздобыть пулемет и короб патронов. У меня есть пулемет новый или нету? По-моему, нету. 4 трактата. Передать контейнер. Забрать из тайника ПДА с записями. Вот это еще я не выполнил. Тоже не помню код. Кстати, доставить артефакт Сахарову. Я же выложил контейнер здесь и забыл про него. Именной ВСС Винторез. Ломаешь мой мозг, получил мурку, но не используешь ее. А чё в ней такого, что ее прям вот надо использовать? Вот чё в ней такого, объясни. Я просто не вижу смысла, вот мотивации какой-то у меня нет ее использовать. Вот зачем? Как делишки? Так, где тут у нас был контейнер?
Контейнер высшей защищенности. Это оно. И, кстати, я еще помню, кому-то нужен был ПДА наемника Джокера. Вот его тоже возьмем. Да, смотри, задание сразу выполнилось. Пиво неизвестного происхождения. Это надо Дэну. А сколько ему надо банок? Особый журнал, раритетное оружие. Тайник охотника. Найти приборы ночного видения. Найти компьютер. Найти необходимые инструменты. Найти 20 банок пива. 20 банок? У нас есть 20 банок. Подожди. У нас есть 20 банок, но если мы их сейчас отдадим, то мы не получим от бандитов 60 банок. А нам еще пригодится такое пиво дальше по сюжету. Так что пока не будем сдавать. Пока не будем сдавать. Помеха защищенный ПНВ надо купить. Бармен. Вот, помеха защищенный ПНВ 100к. Нормально, минус 100к. Живища. Дальше. Ну и отлично. Дальше. Как оно? Записную книжку. Ага. Слушай, кого я не дофоткал? Волк. Волк, полтергейст, контролер, охотник. Ну да, много еще. Найти все странные чипы. Найти 10 бутылок Бейлиза. Найти артефакты стрелка. Собрать булыжники. У меня есть 5 булыжников? Блин, так не смешно же. Так, что там? Байкал лучше, согласен, суперпушка, имба, просто дробаш, да визуальнее покруче Усаса будет. Байкал лучше, и Сайга 420-410, Юсас проигрывает. Так, блин, можешь не спорить. Булыжник, 4 штуки, маловато. Ну ладно, давай твою Мурку возьмем, попробуем, какие на него патроны там. 410 на 73 магнум дробь, да? Вот это вот разрядим, как бы. Сюда повесим, да? Ну, не знаю, мне визуально не нравится этот дробаш, реально. Давай вот скидываем. АВП антикиллер. И патрончики возьмем на него. Что там 400... Кстати, патронов-то не очень много. Давай тогда эти патроны... Блин, что за лагает? Что так лагает-то? Вот эти патроны... Ой, блядь. 5.56, 5.56. Вот. Все. Проверим твою Мурку, что там такого хорошего. Ну, заряжается долго. Всего 7 патронов в ней. В любом таком дробаше 10. То есть уже как бы не то. Кончай уже, Рихтер. У помповых ружей больше мощности. Да, это да. Это я согласен. Но вот это пока перезаряжаться ты будешь. Не знаю, мне не нравится эта долгая перезарядка. Фоточек возьмем. Ладно, слышь, бармен, забирай вот это реально. Че я буду таскать реально с собой вот эту всю херню? И скажи мне, что ты хочешь за ремкомплекты для брони. Для брони заломать мясо. О, кстати, классно. У меня же, по-моему, до хера ломтей мяса есть. Ломать мясо 6 штук. Давай. 4 выменяем. Для брони. Для брони. Для брони. Для брони. Теперь у меня 16 ремкомплектов. Ну, думаю, хватит нам пока.
Пока хватит. Еще надо выложить капля души, кстати. И дикобраз. Капля души и дикобраз выложить. Капля души. Дикобраз. Я не приказываю брать, я просто сказал, что это ломает мой мозг. Ну, я лично этот дробаш еще не пробовал. Ни в первом прохождении я его не использовал, ни во втором. Ну, второй вот сейчас. Давай попробуем, почему нет? Так, ну теперь нам на янтарь надо идти. Да пошел, да. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Кстати, а здесь есть кто-нибудь, кого можно сфоткать? Не, никого нельзя сфоткать. Тогда пойдем на дикую территорию. Тут по-любому кто-нибудь будет, чтобы сфоткать. Так. Какие-то видосы там вышли. Ты же вроде находил ружье охотника? Да, я находил ружье охотника, но я его выложил в какую-то нычку, я теперь не помню, где оно лежит. Не, можно, конечно, найти, по меткам посмотреть, ну, как бы... Особо не парит, потом как-нибудь. Сейчас пока есть чем заняться. Вот этим мы будем заниматься. Сейчас на янтарь пойдем, отдадим комп, отдадим контейнер. Потом что там еще? Тайник кости найдем. А красиво. А вот так сделаем. Вот так. И скриншотик. Отлично. Скриншотик. Так как так-то? Никого нет, чтобы пофоткать. Вот это фейл. Завтра найду. Что завтра найдешь? Не, никого нет. Смотри. Че, бандитов из Мурки поразваливаем? Ваншот просто. Двоих, короче, одним зарядом. Не, ну шмаляет хорошо, это я согласен. Вот такие, да, патроны она использует, да. О, химер слышу. И кровососов, по-моему, еще. Артефакт изумрудный отдавал? Нет, не отдавал. Не прошел этот квест. Это забираем. Красиво ночью здесь вообще. Смотри как. Смотри, красиво реально. Такое освещение от аномалии еще. Да, вот отсюда что-нибудь зафоткаем. Вот так вот. Вот. Вот так вот станем. И скриншотик. И вот так можно сделать. Еще скриншотик. Да, а это я не на максималках играю. Так, бандюки воюют. Бандюки воюют. А, это не бандюки воюют. Бандюки здесь уже отъехали давно. Слышь, успокойся. И вторая. Бандюки уже лежат, они воюют. Ты куда это пошел?
вот моего этого обыскивать, а? Атмосфер 3 сюда бы, да не судьба. Не, добавить-то можно, только вот стримить я так не смогу. У меня же даже настройки там вообще на средних стоят. У меня комп слишком говно, чтобы одновременно стримить и играть. Даже в Сталкер. Не говоря уже о более современных играх. Ох, ни хрена себе, это как так? Псина. Чё псина-то? Заданий нету. А здесь какие-то трупы. Или это ученые? Сайги. По поводу сайги не буду спорить. Я вообще не знаю, какие сайги тут есть. Да и насрать, если честно. Тут какой-то сталкер валяется. Смотри! Он даже не стесняется, просто стоит и теребонькает. Вот извращенец, а. Атмосфер 3. Графический мод 2011 года. Все потянет. Слушай, я же не просто говорю, что это не потянет. Без стрима потянет на максималках. А стрим сильно нагружает проц. А стримить не в 60 FPS я не хочу. Это так-то зашквар вообще. У меня, правда, и сейчас не 60 FPS. Ну, не всегда, по крайней мере. Ты чё, обкурился, что ли? Чё за звуки? О, а вот это ценная вещь. Вот это мы берем. Да, Лав, теребонькал он. Просто даже при пацанах даже не стеснялся. Стоял там, наяривал. Даже не стеснялся этого. Завтра? Скорее всего, да. Сейчас, кстати, посмотрю, там у меня видос рендерится, что там с ним происходит. Нормально там все, короче. Заметил, что инвентарь почище стал. Ну, я же в баре разгрузился. Конечно, он почище стал. Центральная база в баре. Я туда все стаскиваю. Начнем мы с системника. Здорово, педики. Слышь, круглый. Здорово, вот системник. Да уж, пришлось побегать. Надеюсь, не зря. Ох, меченый, ну ты выручил нас. А то нам сообщили, что вертолет будет только через 3 дня, а наш окончательно полетел. Смотри, я смог прочитать имя. Якут у склады. Кто бы это был? Да, вот тебе за помощь. Возьми патроны для снайперки. Попробуй узнать подробности у этого якута. Угу.
Нашел ли твой приборчик? Этот? Ну-ка, держи. Он самый. Спасибо от всей науки. Запиши рецепт преобразования гравия в золотую рыбку. Еще есть одно дело. Интересно? Выкладывай. Я понял, ты не из болтливых. Понимаешь, в чем дело? Пару дней назад мы перехватили переговоры военных. Они сообщали, что нашли в одной из лабораторий скрытый сейф, в котором был ноутбук с информацией о гемоглобиновом инъекторе Гидра. Дальнейшее я не расслышал, в эфире появились помехи и звуки выстрелов. Когда все затихло, по дальнейшим радиопереговорам стало известно, что на вояк совершили нападение наемники. Они скрылись вместе с ноутбуком, сейчас они прячутся на своей базе на металлургическом заводе. Прошу тебя найти данные об этой гидре, хотелось бы выяснить подробности. Исследуй лишь территорию завода, здание администрации или же здание управления. За пределами ты вряд ли что-то найдешь. Мне сказали, да денег ты не жадный, больше интересуйся необычностями. Так я тебе рецептик напишу, как колобок можно выварить. Ладно, постараюсь найти. Угу, понятно. Круглый колобок. Да. Я не понимаю только, зачем было присобачивать ему модельку этого, как его, Соколова. Это странно. Ну да ладно. С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? У меня все рюкзаки только в баре были, никакие в других локациях не выкладывал. Да, я делаю рюкзаки в других локациях, вот когда у меня перегруз уже. А сейчас вот они лежат, и мне даже как-то лень туда идти, что-то забирать. И вот в одном из них валяется этот тозик охотника. Что ты мне скажешь? Так. Добрый вечер, профессор. Я по договоренности с Петренко. А, артефакт необычный. Петренко говорит, не было еще таких. Да, судя по описанию, нонсенс. Я ему обещал новые экзоскелеты для его братьев. Берите. Все? Молчит. Работа. Щупальца кровососа. У меня что-нибудь есть вообще? Один хвост, одна рука и один... О, кстати. Забери это нахер. Все, 3К с куста. А у тебя мы купим 3 аптечки за это. Ну все, пока. Не знаю, что он там хочет. У меня есть какие-то части мутантов? Да, у меня есть. Куча стоп-снорка, просто дохренища. Сколько ему там надо? Стоп-снорка 2? Давай. Стоп-снорка. Одна стопа. А, обычные патроны. Слышь, обычные патроны, это как-то не очень. Вот такие я возьму. Вот педик все равно другие дал. Части мутантов. У меня тайник сперли на болотах. Как найти похитителя, помогите. Поищи сталкеров, которые где-то рядом сидят в лагерях. У того, кто спер, будет диалог на... Насчет нычки, короче, будет диалог. Ему башляешь 50к, и он тебе дает координаты места, где заныкал твой хабар. Кофе Ваня, привет. Привет, Кофе Ваня, как жизнь? По поводу тайников я тоже отключил воровство вообще, потому что, ну блин, мне еще заняться нечем, кроме как нычки где-то в жопе мира делать, потом еще туда бегать постоянно. Зачем? Че вы ползаете здесь, как дебилы? Так, у нас тут тайник есть, да? Кости. В трубе, говорит, на заводе. Это раз. Потом. Что-то еще было. Я не помню, что еще.
Плоховато у тебя как. А чё так? Чё плоховато-то? У меня пойдет. Как это убрать? О, там надо в скрипты лезть. Я тебе так не объясню сейчас. О, толпа зомбарей. Где? Я понял. Чего? Смотри, что... Слышь, пошел нахер. Тут же скат валяется. О, Псевдыч. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. 2 Псевдыча? Но это наглость. Так, Турель, давай с тобой продолжим. Или... Турель взорвалась? Охренеть. Турель взорвалась. Почему-то. Хейтеры прибежали. Давай, кстати, экзоскелетчиков залутаем. У них могут быть экзы. О, уничтожить лагерь задание. Скат, кайф. Правда, скат с каждым патчем начали обрезать. А я его вообще не ношу. Мне вот нормально этот экзачеколога. Мне, например, не нравится, когда он юзает мои аптечки без спроса. Да и по характеристикам он не очень. Здорово, катаем, ха, нифига ты ему фингал набил. Херач хейтеров, а что еще с ними делать? Только херачить. Вот такого вот кувалда как раз и херачить. О, зомбари. Кстати, давай, заценим. О. О! Не, ну мутантов хорошо выносит. Успокойся. Блин, и ты успокойся. Так, где тут мой артефакт? О, еще. В другую сторону надо идти. Нет? Сюда, что ли? Нет? Да что, блин, за хрень? О! Булыжник. Кстати, у нас теперь получится есть 5 булыжников. Откуда нашмаляет-то? Ща, погоди. Вроде бы скат топ, да экзы черного доктора, или я что-то путаю. Не знаю.
Сейчас найдем и посмотрим. Разберемся только с этими турелями, а потом с наемниками, которые появятся. Одна из тех самых внезапных засад. Ладно, я спать. Удачи, братья сталкеры. Выйдем туда, постримим пораньше. Всем удачи, да? Постримим. Сегодня просто вот так. О. Хотя вроде еще рано спать. Ага, еще одна стоит. Я тебя понял. Хорошо, что можно турель взрывать просто выстрелами, а не обязательно гранатами. Это, конечно, очень хорошо. Так, а вот еще одна. Вот еще одна. У меня 2 часа ночи. А, все, понял. Понятно. С Сибири, что ли? Да ты достал. О! Изоморфики хорошо бьют. Чё? И где? О, ну да. То есть ничего тебя не смущает, да, турель? А давай проверим, как Мурка справится с турелью. Сколько... А, это будет такой к себе эксперимент, она уже дымится. Ну ладно. Одного выстрела хватило. С России. Ну, Сибирь что, не в России, что ли? А, ну да, она же сейчас китайская, я забыл. Ну да, тогда ладно. Труба. Он сказал труба. А вот какая труба? Может быть, вот эта труба? Да. Потом, потому что если мы сейчас его заберем, тайник, нас телепортнет нахер на озеро вообще. А это мне сейчас прям вообще не надо. Зомби. Экзоскелетчика обыщем. Без экзы тоже. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Экзоскелетчик. А остальные кто? А остальные вот. Все. Даже не жмахнуло. Прям повезло, слушай. Ну, для того, чтобы попасть к этому, к зачу, надо залезть сюда. О, кстати, есть тут что? Жмоты. Прям как Сидорович. Потом мы идем сюда. Потом вот сюда. Да, я на самом деле дурак, я не туда спрыгнул. Ну ладно. Сейчас мы тогда заново залезем. Вот. Вот так вот.
Ну. Давай прибавим немного прыжка. Угу. Ша! Кипиш пошел! Как это понимать? Откуда здесь бандиты взялись? Должны ж наемники быть. Или это случайный спаун? Ну, возможно, кстати. Люблю Сталкер за такие неожиданности, то есть... Вот кто здесь ожидал встретить бандитов? Я вот, например, не ожидал. Целая толпа экзоскелетчиков, бандитов, тоже такая себе встреча. И как раз в тот момент, когда я снял один арт на пулестойкость. Блин, ты запрыгнешь сюда или чё? Хотя, наверное, можно и вот так запрыгнуть, да, попробуем. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот, сейчас они появятся. Твою мать! Валите этого урода! Снайперы! Работайте, он ваш! Какие снайперы? Ты дурак, что ли? Дурачок, что ли? Какие снайперы? Ну да. Сквозь стены простреливать это вы умеете. Осторожнее с гранатами, мать вашу! Не повредите! Бля, это флешка. Вот как его сработать без гранат? Ты издеваешься? Да мне посрать! Поломайте этот костюм, бошки всем поотрываю! Дебилы. Странно, вроде бы флешка взорвалась, а я... Ну, мне ничего, мне нормально. Заклинило, ну да. Да блин, что ж такое? Тупые. Блин, у меня аж лагать начало от такого количества трупов. Ну и дурачье. Это вообще наемник кайфует, ему по кайфу такой. О, хорошее место выбрал. Позиция сверху, значит, любишь? Ну хотя бы не снизу. А вот этот любит снизу. Ничего. Желающих больше нет, что ли? Есть! Это хорошо. Кстати, я только сейчас подумал, что я зря их стреляю здесь. Потому что там телепорт на входе. И как я их буду лутать-то? Хз вообще. Да вы заходите сюда, не стесняйтесь, я всех встречу. Хотя можно из окна пострелять, почему нет? Откуда шмаляем?
Кто это тут такой? А, это ты такой бессмертный, да? Чего? А, я думал, оттуда ж смоляет. А. Так. Что-то их как было 4, так и осталось. Че, дурак, что ли, какой? Че ты орешь там? Неадекватный какой-то, оп. И как это он меня спалил, интересно, а? Давно меня не валили. Это был хедшот. Это 100% хедшот был. А ведь у меня... А, кстати, сколько у меня процентов пулестойкости? Сейчас посмотрим. У меня же один артефакт снят был. Ща. По-моему, у меня меньше 80%. Вот об этом я и говорил. Если у тебя меньше 80%, ты в этот мод играть нормально не сможешь. 70%. То есть вообще 70 даже. Вот сейчас 90. 70%. А чё вы не стреляли? То есть 70% пулестойкости играть невозможно в мод. Тебя валят. Просто с одного выстрела мне, короче, в голову прилетело, и все, я сдох. 70%. Еще двое здесь. Ну. А, уже трое. Ну не стойте, подходите, чё вы? Вы же сами-то стоите. В принципе, вот так можно сделать. Но... Пойду, короче, сам их искать. Где они тут вообще? Где-то здесь. Трое. Один. Один остался. Блин. Где еще один? Ну, где-то здесь. Ладно, насрать, пошли лутать пацанов. Я должен забрать свой законно заработанный хабар. Вот это вот тоже забираем. Заодно бандюков надо залутать. О, пацан лечился. Бинтик достал. А я его тут хлопнул. Гроза.
Чё с военным, что он тут делает? Где-то показывается один, а где непонятно. Ольт, Джишка. Джишка. Получена информация о тайнике. О, вот это царский подгон. Это достойно сохраночки даже именной. Давно я тайники не выбивал ни с кого. Тест забираем. Тест забираем. Не знаю, где этот один находится. Мне как бы и насрать вообще. Хотя не насрать, у них могут быть эти карты. Получена информация о тайнике. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. 2 тайника сразу. Может, еще будет? Так. Где этот еще один, а? Все. Ну, никаких карт я не вижу. Кстати, тут где-то был этот главарь ихний. Карта, по идее, у него должна быть. А где он? Там же был без маски, я помню. Да, не хочет он, короче, в бронике таскать пацанов. Так, ну этот без маски, да. Этот тоже без маски. Вот этот с маской. Этот тоже с маской. И этот. Вот он, командир. Крага. Но карт у него тоже нету, короче, так что я не знаю. Это только начало, да насрать вообще. Это больше не начало игры, когда ты дох от каждого чиха. И на тебя вот этих педиков натравляли. Это все, это... Про это забыть можно. Ай-яй-яй, нет, не надо мне. Да. Конец, когда он там лезет зачем-то, не помню, короче. Чего? Какая последняя миссия-то? О чем? Это не оригинал Сталкера. Здесь игра не заканчивается на саркофаге. Ага. И как я должен достать этот тайник? Может, мне с другой стороны залезть как-то? Я так понимаю, здесь надо какой-то телепорт искать, да? Может быть, телепорт в другой трубе какой-то? Не, здесь телепорта нет. Здесь трубы нету. Да, что дальше? Ну, я думаю, где-то телепорт в другой трубе будет. Еще один. Может быть. Да, именно так. Телепорт в другой трубе. Тут у нас легкий комбинезон сталкера. Кстати.
Ты вроде, Лав, говорил, что топовый у нас этот скат 15 топ. Так вот, тут пулестойкость 15%, а тут 57%. Переносимый вес 70 килограмм. Да, остальные характеристики у него неплохие, но здесь тоже не намного хуже. Единственное, что здесь отхил есть немного. Ну, да. А пока ты найдешь эти модули апгрейда, ты уже, короче, по-моему, экзо черного доктора найдешь. Ты дурак, что ли? У него еще модули не встроены. Я в курсе, что у него модули не встроены. А где модули искать? Это там по каким-то квестам их будут давать, что-то такое. Где контролеры, алло? О, куда попал? Куда я попал? Так, так, так. У нас есть... Ага. Вон оно как. А, туда нельзя. Понятно. А сюда можно? А сюда можно? Бегу куда-то, а куда вообще непонятно. Что тут есть? Каких-то периков слышу. О, химерки. Кстати, этих химерок можно сфоткать? О! О! А давай протестируем на ней дробаш. Кстати, где она? Погодите-ка, а где химера? Хм, ну ладно. Нет, так нет. Серьезно? Опять меня сюда выкинуло, блядь. Химера уже бегает на локации, она уже не здесь. Тут телепорт надо найти. Я так понимаю, надо вот сюда идти. Вон телепорт. Все, телепорт есть. Теперь нам надо нацепить симбионов. Симбионов нацепить, да, вот штуки 3. Вот так, чтобы прям 100% на телепатию было, да. Ровно соточка. А неплохо. Шотнул химеру с 2 попаданий. А контролеры где-то здесь должны быть. Так. Может здесь? Нет. Ну так, а где? Тупой. Молодой контролер. Ну да, молодой, тупой, согласен. Ничего себе. Карлика зафоткал. А кто еще тут есть? Никого. Какие еще есть здесь квесты? Чтоб, короче, сразу же сделать, что у нас еще есть на янтаре. Ну, по-моему, все. Теперь надо идти на военные армейские склады, отдавать тиски. И будет нормально.
Да. Тайник на янтаре. Записная книжка. Не, это все. Ну, не знаю насчет топа, потому что патроны редкие. Вот эти патроны, что у меня сейчас, это то, что я за всю игру насобирал до этого. У меня больше нету. Вот. И тут контроша. Вот педик. Таракан бегает. Бля, бюрер. Сука, откуда бюрер? Вылез педик из своих подземелий. О, прибежал. А как тебе вот это понравится? Пидрила. Контролер еще где-то орет. Тут где-то зомби должны быть. Я уже вижу, где эти зомби. Ах ты, блядина! А есть монстры, которых можно сфоткать? Нету, да? А где зомби? Ладно, теперь надо обыскать всех. Там вон бегает кто-то. Да блин, что-то... Что-то до хрена тут вас. Прям слишком до хрена. Лезут и лезут. Да где зомбарь-то?
снорков вижу. Зомбаря не вижу. Так откуда шмаляет-то? Вот ты какой педик северный. Чё, кого я тут настрелял еще? Снорков, да? По-моему, тут где-то еще зомбак... Ой, бля. Зомбак был. Да, вот с дробашом даже. Огненный шар. О. Ничего не говорит. Заходите еще. Здравствуйте, молодой человек. Так, по поводу работы. Что еще? Дробаши. Спас вообще дешевый. Так, а почем ты покупаешь вот такое? 645 рублей. А скряга покупает за 6К. Тут все понятно. Кстати, а что по частям монстров? Ну, такое себе, даже продавать-то нечего. Части мутантов. Выкладываем все. Кстати, можно же забрать остальные стволы отсюда. Все равно идем на склады. Но сначала в бар зайдем. Надо экзачи отдать. Сбросить. Всякие арты. Вот, кстати, электрические микробы, куда я скинул. Вот это тоже заберем. Место есть еще. Сахаров дробовики любят, да. Сахаров дороже всех в игре покупает дробаши. Не, вроде есть еще кто-то, кто еще дороже покупает, но это будет очень не скоро. То ли это будет болотный доктор. Хрен знает когда. То ли еще кто-то, какой-то торговец. Ну, я вот Сахарова знаю. Что он берет. Вообще хорошо бы уже выдвигаться на радар, в Припять, на ЧАЭС. Тем более у нас уже есть наводка на тайник в гостинице. Можем взять декодер. А нам надо пройти основной сюжет, чтобы разблокировать все, короче, ветки побочных сюжетов, соляночного сюжета. Там эти локации будут очень хорошо задействованы. Вот я их убил. Они опять появились. Что это такое? Что это за беспредел? Вот реально. Кстати, надо бы уже починить. Вот так.
Короче, скат нам пока не нужен. Скинем его в нычку. В плане пулестойкости он бесполезный, а как бы для остального мне как-то особо защита и не нужна. Тем более у меня на одних артах уже защита прокачана хорошо. Заданий у нас здесь нет. Нычек тоже никаких нет. Так, там у нас псина. Ясно. Ну и не важно тогда. Лютый похититель на свая. Лютый похититель не захотел бежать сюда. Почему-то. Ни хрена себе, он мне снял с 90% это, полистойкости, он мне почти все хп снял. Охренеть. Я не понял, что за хрень? Почему меня так дамажат? Ёб твою медь, я вообще хер знает где. Чё не так? У меня 90%. Или опять что-то с артами? Вообще не похоже на 90%. 51%? Почему у меня 51%, блять? Вот я дебил. Симбионы не снял. Ну вот так вот. Сам виноват. С 51%, конечно. Полезешь ты. Тебя развалят. На бутылку посадят. И еще на что-нибудь. Или на одновременно на все. И на бутылку, и на что-нибудь. Ладно, тут особо бежать не надо, так по-быстрому пройти. Сейчас дробаш испытаем. Они теперь решили вместо сталкера меня покошмарить. Ну, зря. Их ошибка. Где он? Эй, лютый похититель на свае, ты где? Не вижу. Ну ладно. Тут у нас тоже бандюки. Вон они. Ух, ё! Чё? Эй, сюда иди. Бегает он тут. Те что, бегать разрешали, что ли, не пойму. Вот так вот. Ой, их зач. Нормально. А, я понял. Еще один лютый похититель на свая. Да, доставай фотик.
Это как раз то, что нужно сейчас. Достать фотик. Согласен. Это было слово, которое все объясняет. Дробашок я твой заберу. Ты же не против, да? Конечно, не против. Тем более он тебе и не нужен как-то. Ну и тебе тоже, в принципе. Короче, нормально. Если успеем, возможно, даже сегодня уже пойдем в Припять и на ЧАЭС. Хотя нет, на ЧАЭС, наверное, не пойдем, это потому что надо уже в нормальное время стрим делать. Я вообще даже не уверен, что сейчас кто-то смотрит. Пока сидим, пока сидим. Блин, только 11 часов я уже дико спать хочу. Бывает. Бывает. Ну да. Сегодня как бы в такое время. Скорее всего из-за того, что поиграть не во что. Сижу, скучаю. Как не во что? Ну, поиграй. Не знаю. Ну, чтоб без осечек. Фолыч поиграй. Нормальная игра. Ладно. Ну, не пуха. Нам нужно к Петренко. Вот к нему и пойдем. Ух, скоро Doom Eternal выйдет. Вот это будет, конечно, вещь. Если он получится, может, я даже его стримить буду. Если, конечно, получится. А то у меня есть сомнение, что этот комп потянет одновременно стрим и игру. В современную какую-то игруху. Я вас категорически приветствую. Опа, наш гонец. Как экзы. Приволок, вот они оба. Ну, благодарность от долга ты имеешь. Будешь представлен к награде. Доставай свой наладонник, пиши рецепт. Все. Работа есть? Работы нет. О новом монстре. Понятно. Просто тупая болтовня. Так, у нас же есть что-то, что можно тебе продать, да? Конечно, есть. Вот ПМ, вот грозы есть. Вот есть Эхзач, калаши и РПК. 15к. Неплохо. Есть что-то на продажу? Приятно иметь дело с честным сталкером. Так, генерал Воронин. Во, пойдем заберем. Награду. У генерала Воронина. Патроны на вал — это вещь полезная. Есть разговор? Слушаю. Уничтожить лагерь я разобрался. Говорит, встретил знакомых с Рука зомби, глаз полтергея. Есть у меня что-нибудь? Конечно нет. пришел на базу. Юрий А в чем Счастливо. базар-то?
всмотрелся в зеркало. Все, пойдем скинем ненужное, и можно идти на склады. Я, кстати, думаю сразу уже взять какой-нибудь ствол под 7,62 на 39. Потому что есть вариант уже пойти сразу на радар, пойти в Припять. А патроны там брать будет неоткуда. Вот у меня осталось 73 патрона на вот этот осталось. Потом немного патронов на вал осталось. И все, это будет бесполезная пукалка. Прям свертела. А, нет, вот еще 280. Но все равно мало. А, еще 128. Ладно, все равно мало. Ну точно звери по цвету шкуры. Ну, короче, Они как раз смысл вы будут поняли. такой Надо что-нибудь другие взять то ли новенькое. В сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. тоже. Человека им шлепнуть, что Ну, и что же вздремни 1 час. Так, что там у нас по броникам? Броня. Легкий комбинезон сталкера. Скат 15 и комбез наемника. Комбез наемника продаем бармену. по ветками разбросали. Комбез наемника продаем бармену. Как делишки? И, кстати, сделаю даже еще одну нычку здесь. И сюда буду складывать оружие, которое я буду продавать, но которое пока мне не по пути нести. Это у нас будет дробаши. И, в принципе, все. Кстати, по поводу вала. Вал-то уже ушатанный. Мы его продадим, а патроны выложим. Вот. Боеприпасы. Детонатор, патроны. Такие патроны. 5,45 на 39. 7,62 на 39 оставляем. Вот эти выкладываем. У меня также в голове сейчас, как этот зевает. Ну, бывает. Но что делать? Не, ну хочешь, в принципе, можешь уже спать идти, чё, почему нет? Ах, неохота мне Так. за хабаром сегодня плести. А какой ствол мы возьмем, а? Дома оказаться Под в 7,62. громочке, Давай думать. книжкой толковой. Что есть годного под 7,62 у меня здесь. Не тот. Неужто завязывать пора? Так. Настроение хуже не бывает. Пока на ум только приходит АК-104, больше ничего. Прицел ПКА. Пожрать Да. всего хорошего. Арбалет. Нету. Вепрь молот. Что еще есть? Позбивались тут в стае. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как раз Кедр, начали так и разбойничать. грач, Другие то ли РПГ, нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. СВД. Солдаты, блин. Вепрь 5,45. Не хочу под 5,45 ничего. Опять сапожище хреновые пацаны. Ладно, давай брать АК-104, что я могу сказать. АК-104. За подошве гоплык. Позбивались тут в стае. Обвесы. Точно звери Здесь по нет цвету обвесов. шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны. Значит, говоришь, тебе нужен прицел ПКА? Солдаты, блин, тоже. У меня есть такой. Шлепнуть, что высморкать. А еще у меня есть подствольник. Так что мы сейчас сделаем вот так. Где калаш? Вот ведь как грустно. Вот калаш. Вот так раз. Вот так два. Нет? Не работает? Серьезно? А где Колбасу тот... и А, вот водку этот еще прицел. новые стали делать. Вот. Ладно, действительно, спать уже пойду. Спасибо за стрим, удачи тебе. Давай, спокойной. Чтоб сейчас холодного.
спокойной. Я пока еще буду сидеть. Там кто-то вообще на стриме есть? Посмотри вообще, сколько там зрителей-то. И все они лучше стариков знают. Если нету, то я как бы долго сидеть тогда и не буду. Так, гранаты. Дымовая граната, светошумовая граната. Угу. Обвесы. Вот это скидываем. Вот это скинем штук 5. И вот это скидываем. А колбасу и батоны нынче хреново. Медикаменты. Водка. Это оставим. О, 5 булыжников. 5 булыжников для Кости. 2 чела. А, ну это ты, короче, и я, получается. Я понял. Я понял. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Ну ладно. Неужто Сейчас пока сижу. Ну, значит, скоро будем закругляться. квасу б сейчас холодного? Эмбрион полтергея. Нос сшибал. Прочее. Так, ну инструкция для костюма. Чё тут? От судьбы После каждого апгрейда. И чё? написано, так оно и будет. У меня нет Пожалуй, этой ничего хрени. хорошего. Так ведь нету. Я не знаю, это со мной вместе 2 чела сидят. Нет, 2 чела, если пишет количество зрителей, это всего. Сколько человек. Ничего, нормалек. Прорвемся. Как бы один это по-любому ты. И я, и Ты стримишь, ты один. То есть как бы сам его и смотришь. Да по-любому. ПДА, пиво, да, батон, как грустно все выходит. сигара, батончик, телевизор, тиски, фляжка, хлеб. Ну вот, в принципе, осталось только то. А, еще нужно патроны взять на калаш. Боеприпасы. Хотя, что я делаю? Вот отсюда же надо брать. 7,62 на 39. Вот. Вот так. Все, порядок. Продаем теперь Петренку вал. И идем на склады. Так, чё? Что могу предложить? Забирай вал. 2045 рублей. Неплохо. Выгодно тебе такие вещи таскать? Валы там, грозы. Калаши вообще невыгодно. Весят до хрена, а продаются вообще дешево. Ну хотя смотря какие калаши. Там 104 такие, 100-я серия, она нормально идет. А вот такие 74, там вот это все, это вообще говно. Смысла даже нет таскать, ну, разве что тебе недалеко, допустим. Или ты в начале игры только чисто бабло собираешь. Так, тут опять... Ой, электрохимеры, ну да, давай. Медузка. Фоткать никого не могу. Ну, значит, идем тогда на склады. Зачем мне вас стрелять? Смысла нет вообще никакого. Чисто патроны потратить. Ладно, в принципе, раз уж такое дело, можно, в принципе, и на радар еще сходить, да. А вот в Припять тогда уже пойдем уже со следующего раза.
Там уже самая движуха будет в Припяти. Как раз тут надо еще с якутом побазарить, во. Это я помню. Пока. Угу. Все, да. Шуруп, Кэп, Костя, Волк. Ну, не знаю, может быть и в Припять сейчас сходим. Не знаю, реально. Не, в Припять, наверное, не сегодня сходим уже. Так. О, вспышка просто так валяется. Тушканы. Как-то они не нужны мне особо. Костя! Здорово! Очередной тайник найден. А я что говорил? Глаза боятся, руки делают. Молодец. Да уж, молодец. Пока найдешь этот чертов тайник, все проклянешь. Ну ничего, осталось немного. Вот, кстати, наводка на тайник на армейских складах. Хорошо, возьми ПДА. Удачной охоты, сталкер. На армейских складах в деревне Кровососов в одном из домов, скорее всего, поискать стоит. Где-то он там, точно говорю. Вот, я собрал, как ты просил. Угу. Рецепт уха, вот это круто. И все, да? Походу, да. Вот это куплю у тебя. Волк! Волк, ты позорный. Вот, давай мне патроны, я пошел. Ну вот. Вот там и в деревню Кровососов надо идти. Ну, если в домах... Кстати, я не помню, где в домах. Возможно, в трубе. Как вариант. В трубах где-то. Или нет? Ой, да, тут же контролер точно. Ладно, пойдем, короче, контролера завалим. А то он мешать будет своей херней вот этой. Стой! Готово. Буллера нету? Буллер есть, конечно же, буллер есть. Отъехал. Бля, здесь вином. Кстати, я вином-то не фоткал. Угу. 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 Вот это я удачно зашел в деревню Кровососов. Педик в плаще. А ты знаешь, что в плащах только педики ходят? Вот так-то. Живи теперь с этим. В одном из домов. Здесь нету. Где еще может быть? А где этот вином-то? Здесь, что ли? Не-не-не. Здесь обыкновенный сосыч.
В одном из домов, говорит. О! Побежал, побежал. Побежал. Бля. Искал и все равно провтыкал. Это ж надо. Так, тут у нас что? В одном из домов. О, да тут в одном из домов даже грибочки есть. О, смотри, Сосыч валяется, еще один дохлый. Давай запрыгнем наверх. Умеют собирать артефакты, зато опытные умеют не собирать. Так. А на какую кнопку у меня супер прыжок-то забинден? Не вижу вообще ни хрена. Супер прыжок, да. Вернем пока. Слушай, что ты такой нудный, а? Нужно опустить оружие. Нужно опустить хер. Блин, в одном из домов. Где же это, а? В одном из домов-то. Пойду-ка я посмотрю в гугле. А то я хз. Тайник кости на армейских складах. Тайник кости. Блин, одни видосы, слушай. Ну ладно, допустим. Все варианты. Хорошо, давай глянем. Жевательная резинка Ай, ну Ментос конечно Pure White же. поможет поддержать естественную белизну зубов. Давайте еще рекламу запустим. Давайте Давайте две рекламы, сука, запустим. Без лишних. Ну, удачной охоты, сталкер. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Ну так чё? Где там? Ну, может быть, в этой трубе, где я сейчас смотрел. Там нету. Где еще может быть? На дереве? Серьезно? Нет, мне же сказано в одном из домов. Что за бред? Так. Не знаю, я хз.
Можно пока даже вот так сделать. Так и чё, не понял. И что происходит? Так. Растянуть на весь экран, вот. Так, в одном из домов, это, я так понимаю, здесь, да? Ага. Еще здесь может быть. Так, тоже в трубе, я понял. А где еще? Не-не-не, в других местах это уже меня точно не будет. Сказали в деревне кровососов искать, так что все. Значит, идем в деревню кровососов. А, никого нет на стриме. Вот тут у нас стримчанский идет. А что если я зайду на стрим на стриме? Вот это, конечно, рекурсия. You can't see my chat. Хм. My chat's not running on YouTube? Sorry, hang on. Pardon me. It's not on the screen. No, it's not. Really? Oh, okay. I don't know. I don't know. I don't know why my chat is not showing on YouTube. Is my chat showing on YouTube for anybody out there? It must be, because everybody's talking along on the, Mr. Producer's, the chat's not showing up for him. Problems. No, the chat is running. The chat, see, yeah, he's, Mermaid says, yeah, it's running. Maybe do a refresh. Прикольно. All right, we got a Tiara Queen. Oh, 74. Man, I can't buy a young queen today. I can't buy a queen. Oh my goodness. I tell ya. V92 says he's watching my stream on his stream. How cool is that? Another Olympic quarter for Linda. Да. Biathlon, Linda. Oh, we got another Tiara Queen. Another Tiara. Man, 79. No Tiara Queens for the 60s. None. Смотрим стрим на стриме. Wow. Прикольно. Seriously, what does a person gotta do? What does a Canadian person gotta do to get a silver? Honestly, my goodness. I can't even buy a young queen, much less a silver. Jeez. My goodness. Persistence is key. Wow. 3 more, Cruzy. 3 more. Oh, Tazzy. Hello, Tazzy. Так, нашли тут интересную монетку. 25 центов. Цветной. Прикольная. Subset complete of the War of 1812. So I suppose that's okay. BC Treasure Trails in the house.
He was learning OBS. Treasure Trails. There are some great videos. Так, что-то еще мне написали. On OBS. Marty's nuts about digging. Canada can't afford silver. I think they sold it all, to be quite honest. I think it's all been sold. Еще вот. All right, I'm gonna pick number 8. I'm gonna pick number 8. We're doing 8. We are doing 8. All right, number 8. My pick. Here goes. All right, number 8. All right. Welcome. What is You this? can do it. Oh my goodness, I hope you can see that. Let's see if you can see that. That's an Americano. Well, try it again. There you go. That's an Americano. I think that's a Georgia peach. Georgia peach Americano. Not an ender, but well, I guess it is an ender. It's the other ender. Right on, right on. Georgia peach off the bat. Американскую монетку нашли. Прикольно. I am liking that. All right, let's take Нашли американскую монетку в Канаде. Georgia on my mind. Неплохо. А вот она. Another 25 D центов. Denver. Miley, what are you doing? Mr. Producer, 25 can you please call центов. Miley? All right, let's flip this D Denver. Well, I guess you know what it is. It's the Georgia. It's the Georgia peach one. Miley, go. Miley, outside. Go outside. Go pee. Go pee, Miley. Go pee. Go pee outside. Go pee outside. Ладно, давайте, короче, тайник Кости найдем, да? Хотя там никого нет на стриме. Ну, блин, ладно, найду уже тайник Кости. Так. Твою медь, блин, 24 FPS стрим идет. Не, слушай, ну. С включенным вообще не вариант искать. Короче, ладно, все равно никого нет. Я вот так вот сохраню. Сейчас сохраночку сделаю. И из игры мы выйдем. Идиоты, блин. Все. Уверен, что им по ящику сливают. И все, что им скажут... А пойду все-таки гляну, там лежит там или не там. О, у меня даже, блин, в игре, блин, 15 FPS. Да. Мой комп для стримов явно не подходит. Вон он лежит, да, реально тайник. Короче, сохраняюсь и выхожу. Раз уж такое дело, пойду стримец смотреть. В общем, народ, всем спасибо, кто был на стриме, ну или кто эту запись будет смотреть. Продолжим уже на следующем стриме и начнем как раз с тайника Кости. Продолжим проходить ОПшку, а дальше пойдем на радар, в Припять, на ЧАЭС, в саркофаг и так далее. So we got Connecticut, we got Georgia on my mind, and we have. О, еще один монитос. Американский. У меня такой есть, кстати, в коллекции. В альбоме. Alright. Кто-то что еще Let's see. написал? Any more? Do I see any more? No, I do not see any more. All right, let's do this. Let's do this. Wow, look at that. Stanley Cup. We got a Stanley Cup quarter. Oh, it's upside down. That's always a nice one. That was the 125th anniversary of the Stanley Cup. Oh, what is this? Another one. Oh, make that 2. I think this one is nicer. Actually, that one's nicer. We have 2 Stanley Cup quarters. All right. Dude's gone digging. If you look back in the chat, I picked it after roll 6. О, еще один. 2 Stanley Cup quarters. Oh, and a tiara queen. Это уже канадская. Прикольно, кстати, такой. Монитос. 1973. Not good enough. Not good enough. My goodness. Hello, young queens only. Young queens. Oh, another tiara. Another tiara queen.
Кстати, да. 75. Oh, tell ya. Всегда забываю Seriously. пальцы вверх ставить. What is this? We have an Olympic quarter. What is that? Freestyle skiing, I think. Freestyle skiing. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. What is this? Bobsled. Linda, you're going to have a nice little set after today. What is it? Oh, what is that? Nothing. We have another Medal of Honor. That's 2 medals of Вот, honor. кстати, субтитры для тех, кто не понимает, что она говорит, но знает английский, то есть может читать. Если вам интересно, можете переводить. Ну, если вы, конечно, вообще смотрите это кто-то. Yeah. Yeah. What was that? For one split second, I thought that quarter had 2 heads. Thought it had 2 heads. All right, that's it. That's it. Liz is international. She is Canuck Nation. Truly, truly international. Were you here on Sunday? We had a detectorist from Narnia. We had the Narnia detectorist in the stream. My goodness. You know what? Всё может Let's быть. move these Stanley Cups. Let's move them out of the way. Let us put... I'm going to put this one on there because that's kind of nice. It's kind of nice. All right, so we have 3 Americanos. 3 Americanos, 2 colorized. And that's about it. That's about it. Tin Cup Tim says he feels silver coming. Tin Cup, yeah. Leah's Loot in the house. Leah's Loot in the house. New Zealand in the house. North Country Relics also in my house. Oh my gosh, the Divi Detectorists. Right on, in my house. Right on, right on. T2 Coin Seeker says, I don't have any foreign coins in my newly bought coin collection book, which I'm trying to fill. Would love some from abroad. They don't have to be of any value. Зато не у меня есть Nice to have some. Tell you what, T2. иностранные монеты в коллекции. Send me an email, diggingcanuck@gmail.com, with your mailing address, and I will send you your first Canadian quarter for your new coin collecting book. All right? All right. There you go. There you go. Number 4. I'm going to do number 4. Yeah, number 4. I don't know why, because 4 is half of 8, and 8 was kind of good. So we're going to do this. North Jersey Detector in my house. Relics and Stackstone says the War of 1812 colorized is very nice. It is very nice. And actually, this one, it's got a lot more luster on it. Lots of, that is like very, I don't even, oh, what happened there? I don't even know if that one was in circulation very long. That is absolutely beautiful condition. Really, really nice. And the good Интересно, если сейчас получится, короче, видеозвонок запилим. В Канаду. Видеозвонок в Канаду. For this one, if the winner in today's giveaway picks the General Brock colorized 1812, I will throw in the non-colorized as well. Two for your double bang for your buck, I guess. Whatever. All right, now here goes. Offhand, I don't see anything. But that doesn't mean there's nothing in here because stuff has snuck in. Wouldn't be the first time. All right, we have a Tiara Queen. And just so everybody knows, when I say Tiara Queen, this is the Tiara Queen. This is not the first portrait of the Queen. Nah. There's one before this, but these can be 1968. What does that say? Of which this one, what does that say? No, 1984. So, yeah. So much for that. I'll put this one back there because it's really, really nice. All right. Let's do this. V92, I don't have Google Hangouts working right now. I'm not logged into Google Hangouts because I don't have a screen on my coin roll hunting
Oh, yes! Понятно, видеозвонок отменяется, короче. Mermaid Treasure Hunter. Ладно, в другой раз как-нибудь. Oh my goodness. Right on, Mermaid Treasure Hunter. You are in the March Super Chat Squad giveaway. So right on. Thank you for that. Every single, you've heard me say this, but it's true. Every single solitary cent from every single solitary super chat and or donation goes right back into the channel in the form of stuff to give away, postage, equipment, and meetups. Oh my goodness, I just noticed there's a little like a jelly bean on that super chat there. It says, how's it going? It's going good. It could be going better, but it's okay. It's okay. Yeah, it could be going a lot better actually, but that's all right. We are not gonna dwell in the doldrums. Народу в чату сообщаем, что они все на моем стриме сейчас. Or the abysses, I would like. The abyss. Это забавно. Come on. Storm CA, so you're giving away those coins that you're finding. Storm CA and anyone else that is new to Coinroll Hunting my Coinroll Hunting live streams. We do one giveaway. We do one giveaway at the end of every live stream, and we give away one of the coins that we have found in the coin rolls. Depending on how things go, for sure we do one giveaway. And usually it's the winner who gets to pick from the coins. So yeah, stick with me. Сколько тут уже стрим идет? My Coinroll Hunting streams are 1 hour. Почти 50 минут. Ну, он скоро заканчивается. Ну, я думаю, он закончится, и мы тоже закончим. Or if you're watching me at work, it's going to be time to go home. Right on. Coin Junkie AG says, hey, come on, Plata, Argent. Argent. Yes. That would be really, really nice. Coin Junkie AG to find some AG. Would be really nice. Nothing. My goodness. How many do you got left? We have 4 rolls left. 4 rolls. 4 rolls left. And then we Сейчас спросим, какая лучшая находка за сегодня. Hey, I just wanted to say, while we have 27 amazing people together at one time, I just want to say that. Join me next Wednesday on next Wednesday's live stream. It's my birthday. March 11, Coinroll Hunting, my birthday live stream. We are going to do a birthday Coinroll Hunting live stream, as well as I will be eating some birthday cake and I'll be sharing it with you all. So join me next Wednesday, same time, same channel, birthday live stream. Right on. I am going to pick number 1. Tazzy says it's morning. In Tasmania, I guess it is. What's going on here? All right. We have 3 left after this, 3 left after this. V92, what's your best find for today? Well, I guess my best find of today is the 3 Americanos. 3 Americanos. I think we have a 4th Americano. Говорит, что лучше находки это 3 американских монетки. Ну, нормально. Do you see that? Вот это интересно. Right there. We have 2 Americanos. Who picked this roll? 2 Americanos. Stormin CA says, if anyone here is interested in US coins, please check out videos in my channel. I posted my first coin hunting video. А ну если так. And I need the watch hours. You know what? Hang on there. Let me see. What is that? Ну, в принципе, такой же FPS остался. Can I do that? Go to channel? I can.
Stormin CA. Oh, stop. Stormin CA, 124 subscribers. With me, you now have 125 subscribers. So that is Stormin CA. There you go. You got 125 subscribers now. So there you go. Right on. All right, let us. Is that one there too? No, I think that's pushing it. All right, we got two Americanos. Let's see the first. Oh yeah. Move aside, General Brock. Move aside. Oh, is that like Warren? 89-й год. 1989. I think that's our oldest. 1989 Americano. The lighting is terrible. Неплохо. 1989. All right, let's check the other one. Мгм. Right on, show me dirt. All right, let's see this one. What is this one? So we got a 1989. Right on. Add that to the Americanos. We have a whole $1 so far. Actually, we have $1.25. That's like, my goodness, is that like, that's $1. We have like the $1.50 here. My goodness, at least. All right, let's check this other one out. D Denver again. My goodness. What is that? Байтим народ, что они, короче, сейчас в онлайне. Look at that. Hello, Nebraska. Stormin CA, looks like your subscribers have boing! Right on, Stormin CA. Right on. All right. 2 Americanos. Right on. Let's see what else is in here. Oh my gosh, the Nugget Shooterette! Nugget Shooterette is in my house. I was watching her, she just did a video. I was watching her video, and she was talking about how she has grown by getting out of her box and talking to the camera. Talking to the camera is a wonderful way to, if you're shy or anything like that, definitely a great way to kind of get out of being shy and talking to people and talking to a camera. So, Nugget Shooterette, that was a really heartfelt chat that you had with us, and I do appreciate that. 1979. Tyson is back. He's back. Tyson, we have like Americanos like all over the place. 5 Americanos. 5 Americanos. Пацанчик пишет, надеюсь, что камера не будет говорить с тобой в ответ. Да, это было бы не очень приятно. What did I miss? What is this? Another Cindy Klassen. And I gotta say, where is she? Here she is. I'm gonna show this up on the screen. This isn't like a big deal of a coin, but I'm gonna put it up on the screen. Now this... Oh no, that's not Cindy Klassen. Disregard. Let me put this back here. Disregard what I was about to say. If I do find it, I will let you know. Right on, Nugget Shooterette. Keep doing it. Keep talking to that camera. It gets easier and easier. It's like talking to your hunting, detecting pal. It really does get easier. Really does. Seriously, hello. I'd like to buy a young queen. More Olympics for Linda Wallace. Relics and Stacked Stones has trouble talking to the camera. Just, I know it's difficult at the beginning, but just pretend that you're speaking to someone, speaking to your best pal. It does get easier. And the ums and the ahs go away, and you end up just speaking. Да, в принципе, согласен. На камеру говорить это начать, не так уж просто. We got
Лично для меня это было просто не в том смысле, что сложно было что-то решиться, а что-то просто вроде того, что сомневался в целесообразности этого, что ли. Oh my goodness, Tyson, thank you for the calculation. My $1.25 Americano is worth $1.67. How cool is that? $1.67. Right on, right on. My goodness, I just made some money. Wow. Wow, wow, wow. All right. All right. What is this? What is this? Mature queens, mature queens. Mature queens. Seriously. Wow. What is that? Nothing. All right, let's do this. There could be something hiding. Yeah, right. Блин, я думал, никого на стриме нет. Сорян, народ, короче. У меня чат был скрыт, я не видел. Busy Treasure Trails. Hi there. Максим Рыскулов. Ты тут еще? Переводить могу. Правда, если еще кто-то есть тут. Ну, сейчас вообще я гляну. Nugget Shooter, hello. Hi there. From Russia. Young Queens. Hello. Feel free to join my quarters here. Young Queens. Hello. More Olympics. More Olympics. Speed skating. Speed skating. Skating. Jeez. Wow. Wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Spicy cake? No. No spicy cake. It will be vanilla. It will be vanilla with some sugary icing and a coffee on the side. Ah, that one feels kind of weird there on the ends. That's all it's going to be. What is this? All right, Максим Рыскулов, ну, если тебе еще интересно, тут просто... Ну, это наш комрад, то есть копарь, если по-простому, из Канады. Она копает в Канаде, ну, мы в России, понятное дело, и у них еще есть такая вещь, как они это называют, охота за монетами. То есть берутся банковские роллы, и в них ищутся какие-то монеты интересные. За счет того, что у них все монеты в обращении, которые были с самого начала, то есть вот Америка, те же США и Канада, там все монеты с момента основания страны, они остаются законным платежным средством. То есть теоретически ты можешь в обращении найти монету, которой 50 лет, которой 100 лет, даже которой 200 лет. И люди просто берут банковские роллы и пытаются найти что-то такое. У нас, конечно, такого нет, потому что у нас, блин, каждые 10 лет или каждые 20 лет новые деньги. Хрен что найдешь. Detective Jim Paul says it has to be red velvet. You know, red velvet cake. A couple years ago, red velvet cake. Сейчас спросим, хочет ли она что-то сказать нашему чату. Oh, look at that. We have a Stanley Cup Ender. Stanley Cup Ender. Ooh, banana cake with icing. That might be a good one. A couple years ago, what was his name? Mr. Producer, what was the name of that Buddy Valastro? What was the show? Cake Boss. When Buddy Valastro had his Cake Boss show, everything was red velvet. It was like red velvet this, red velvet that. And then, honestly, I kind of got a little tired of red velvet. My favorite. Oh, we got an American. Все, я спросил, сейчас посмотрим, что ответит. Maybe not. Ого, это круто. Да, да. Oh, I don't think so. У них, вот в США, например, серебряные монеты часто попадаются даже вот просто вот в таких вот роллах. Тупо серебряные монеты. No, we don't. Forget it. У нас ты хер найдешь. No, we don't. Disregard. Relics and Stacked Stones. I won that one colored.
What is angel food cake? Я ж еще молчу о том, что у них серебро чеканилось Angel food cake до is конца really 60-х, а не как у нас I don't know why it's до different, but it's 31-го. really spongy, it's really То есть у light, них шанс найти серебро, он просто really good. и в земле большой, и вот в таких Alright, вот this is our роллах. Second last roll, second last roll. Second last roll. I thought that was an American. It looked the rim looked a little odd. Yes, it is very fluffy. It's like sponge cake. It's like Вопрос sponge улетел, cake. походу. Да блин. I have no idea why they call it angel food. Да что? All right, we have Есть. another Stanley Cup quarter. That's 3 Stanley Cup quarters, and I think there was one on the end as well. Lots of Stanley Cup quarters, but it's not silver. It's not Americano. It's not colorized. It's not anything good. And all you Leaf fans out there, that's probably the only Stanley Cup you're going to see in a while. I had to say that. I had to say that. I had to say that. It's all in good fun. It's all in good fun. The opposite of Devil's Food Cake. I guess it is. Devil's Food Cake, Angel. Yeah, I guess so. Now, this is the one that really looks really creepy. What is that? Вот это последний ролл, и я так думаю, вот сейчас вот его допроверяет она, и стрим закончится. I hope that's not anything other than chocolate. Nugget Shooter at happy early birthday, Liz. Going to cook Bill some braised lamb chops. Right on, right on. My birthday is next Wednesday. Next Wednesday. What does that say? Следующее. Oh, it says 2004. Get out of here. My goodness. У нее днюха в следующий четверг. Wow. Oh, look at that. Look Прикольно. at that. Do you see that? We have a colorized. We have a color. О, монетку нашли, эту, крашеную. У них в обращении есть монетки с крашенными, короче, элементами, вот как это. Но здесь почти стерто, а так оно должно быть красное, это маг. That one has seen better days. What is this? I don't think I've seen this one before. What the heck is that? Is this... I don't think this is Canadian. I really don't think that's Canadian. Is that Canadian, Nick Molnar? Nick. All you Canadian peeps. I don't think that's Canadian. I do not. I don't think that is Canadian. Any bets? Any bets? I say not Canadian. Not Canadian. Иностранную монетку нашли. Linda Wallace wants the cup coin. Seriously, Linda? You gotta tell me this. Send me an email. Send me an email, Linda. Так, тут I don't think that is a Бермуды. Canadian coin. What is Говорят, that? что это монетка с Бермудских островов. Weigold says that's probably the worst poppy coin you've pulled so far. I know. Неплохо. It's really seen better days. It has. Просто вот так попадаются монеты в роллах из других стран. Британского Содружества, либо из Америки. What is that? What is that? What is that? I have no idea what that is, but I'm gonna flip it. I don't think that's Canadian. Pretty sure that's if it's Canadian. А, I'm что-то gonna look опять really stupid. второй раз вопрос. Ладно, напишем третий раз, типа, Tyson says если Cuban. нет, значит нет. Nick says Bermuda. Ooh. Let's flip it. Let's flip it. Oh, what the heck is that? Oh, it's a Commonwealth country. It's a Commonwealth country. It might be Bermuda. It might be Commonwealth of. You know what? This might be Bermuda. Who guessed that? Nick. Tyson says Bahamas. I don't know. Commonwealth of the... Well, it's not Bermuda because it wouldn't say Commonwealth of the. О, тут еще и развлекуха по мечтам был, но он, наверное, ушел уже. Of the Bahamas, maybe. Блин, у меня пока чат был скрыт. Tyson said Я думал, никого нету. Oh, Bahamas! А, Багамские острова. How the heck did
Багамские острова, 25 центов. Интересно. Commonwealth of the Bahamas. Man. Wow. That coin has traveled, my friends. It has traveled. Английский плохо знаю, я на германском институте обучаюсь. Ну, если тебя вот конкретно что-то интересует, можешь спросить, я переведу. А так я перевожу, ну, что-то важное такое. Вот типа того, что она сейчас иностранную монету нашла. It could be Antarctica. It could be Antarctica. I hear the temperature in Antarctica is like going mental. The glaciers are melting like crazy. Glaciers are melting like crazy. Insanity. That Bahamas, or sorry. Yeah, Bahama. That Bahamas coin could be yours if Bender picks your name and you say, hey Liz, send me the Bahamas coin. Could be yours. Right on. Oh my gosh, it's 401. All right. It's 401. We got our last one to do. Then we have Последний ролл. We have our giveaway for whichever, excluding the Americanos, of course, because those are mine, all mine, and you can't have them. В конце стрима будет розыгрыш. Last one, and then we'll do the giveaway. То есть All right, можно last выиграть one. одну из этих монет, и она отправит. Неважно, вот какая страна. Даже если вот, допустим, я выиграю, она отправит. On a Bahamas money to Canadian money? Вот я думаю, после вот этого ролла будет розыгрыш. What is the exchange rate? Inquiring minds want to know. All right, this is the last one. And you know what? I would really Кстати, Максим Рыскулов, можешь зайти на ее канал, и когда будет розыгрыш, просто надо в чате написать что-то. И если тебе интересно, то у тебя есть шанс, короче, тоже выиграть одну из этих монет, которые она сегодня нашла. Интересных. They can go metal detecting now because the snow is melting. What is this? Условия, просто заходишь и в чат пишешь, когда в тот момент, когда это нужно. Ну, когда этот момент будет, я скажу. Ну и, наверное, еще подписка, но я не знаю, если тебе это интересно. Out. No, you need to go out. Но я насчет подписки не уверен. По-моему, можно даже и не подписанным, как бы. Но это не точно. Sit. Sit. Да, супер. No. Sit. Down. Ну хотя бы зайди с чатом, поздоровайся. Чё, почему нет? Скажи, что ты типа с моего чата пришел. Я думаю, это будет забавно. Whenever I start streaming, she like runs under Miley, my German Shepherd. Можно на русском. And then she starts, because she's like really upset that I'm streaming and that I'm not talking to her. She starts licking her front paws. Well, she's like licking her front paws. You need to stop that. Seriously, you need to stop licking your paws when you're in here. Название канала вот, если что, внизу оно. Вот оно. Курсор не видно, да? Ну, короче, вот оно. Название канала. Собаку прогоняет. Собака, видимо, к ней подошла, и она ее прогоняет. Wow. All right, let's continue. My goodness. I tell ya. You know, I think next time I stream, I'm going to actually put gym socks on all her paws so that she can't lick her paws. That's what I'm going to do. And I'm going to take a picture of it. And I'm going to show you what she looks like. Oh yeah, that was nothing. All right. My Bernese Mountain Dog does the same thing, says Danny Brown. I tell ya. She absolutely hates it when I stream. Okay. All right, we have about maybe 15 more. No, Miley. 15. Как будет я от нуля, не понял. Ты о чем? В смысле, насчет того, что в чат написать? В смысле, тут можно по-русски писать. Это не важно, типа. What's wrong with her licking her paws?
Well, she just Просто будет забавно, если ты зайдешь, короче, и напишешь, что ты типа с моего канала зашел, короче, поздороваться. Можно на русском написать. Я переведу. And then she looks like she's sick or something because she's got pieces of hair missing. All right. That's the only reason. That's the only reason. Because then she like licks it incessantly while I'm streaming, and then she like licks it all the hair off. Which is not cool. Not cool. All right. Well, gee whiz. Just like that. All right. Just like that. What did we end up with? We ended up with 5 Americanos. I am now going to pop your choices under the coin cam. All right, so we have this one. This one is DeSalaberry 18. Сейчас будет розыгрыш. We have a nice little subset. We've got General Brock colorized. Вот она показывает монеты, которые она нашла сегодня интересные. So we have that. No, Weigel, she's not really anxious. She's just bored. She's just bored. We also have, you know what? I am not going to include this one because it's not colorized. So we have the Bermuda coin as well, if anybody wants the, the Bahamas coin. So we Монетка с Багамов. You have 3 choices today. You have the colorized and non-colorized Brock. You have the colorized Salaberry. Короче, можно выиграть одну из этих монет. Bahamas. All right. So let us do the giveaway. Let us do the giveaway. Опа. Thank you so much. I'm not even Забавно. going to say that name. Thank you so much for your subscription. I really, really appreciate that. Thank you very much. Now, we are about to do the giveaway. Let me go back to... let's go back to this one, I guess. Let's go back to this one. All right, we are about to do the giveaway. The winner will have his or her choice of one of the 3 coins from today. What just happened there? The conversion rate for the Bahamas coin is 33 cents Canadian. Really? Народ развлекается, One типа Bahamas лол. quarter is worth 33 cents Canadian? Wow. Нормально, нормально. All right, all right. How do you get in on the giveaway? Мини-флешмоб такой устроили. You must put something into the chat. I don't care if it's a comment, emojis, whatever. You must drop something into the chat to be eligible. As of right Вот now, сейчас что-нибудь, неважно что, пиши в чат. То есть это нужно только для того, чтобы тебя бот, короче, распознал. Неважно что, напиши что-то в чат. 1 minute, because we are into overtime. You have 1 minute to drop something into the chat. Bender will pick someone's name, and you have your choice of the General Brock subset, colorized, non-colorized. You can have the Salaberry colorized coin, or you can have the... What are you doing? You can have the Bahamas coin. All right? All right. All right. Yes, there are a lot of people putting something into the chat. You follow directions very, very well. All right. As I said, before we do the giveaway, join me again next Wednesday. Same time, same channel. We'll probably do quarters again. And we are going to have a birthday stream to celebrate my birthday. I will have cake, and I will share it with you all. We'll probably have, because it's a birthday stream, I'll find a couple things from downstairs, a couple coins from downstairs to give away as well. Because if we don't find anything, I think for my birthday. Вот если ты сейчас выиграешь монету, это вообще забавно будет, реально. Pick something really, really cool for the. В прямом эфире, прикинь. All right. Now, Mason's in the house. Hello, Mason. На всякий случай еще что-нибудь в чат напиши, чтобы бот точно увидел. So, in 5, as usual, Bender will pick the name of the person. Давай, пиши, сейчас. So watch the chat. На всякий случай еще раз. Eligible. I don't care where you live. If you live in Russia, I don't care. If you live in Japan, I really don't care. If you live on the International Space Station or Narnia, I will get the coin to you. All right? All right. We are an all-inclusive channel. All-inclusive channel. Connect Nation. Блин. Anywhere on the planet. Right on, right on. All right. So,
Не выиграли мы, короче. Ну ладно, ничего страшного. Here we go. Good luck to everyone. In 5, 4, 3. Да вон, уже бот победителя назвал. Мы уже не это, мы не Good выиграли. luck to everyone. Jimmy Cloak has won the giveaway. Jimmy, right on. Ну Like I ладно, said, you have your как-нибудь в choice. другой The раз. Bahamas coin. You can have the colorized subset of 1812. The General Brock colorized and non-colorized go together, or the Salaberry colorized 1812 coin. So, Jimmy, decide which one you want and send an email to diggingcanuck@gmail.com. Ну, на вот каждой такой охоте, да, она разыгрывает, то есть находку, которую нашла в процессе. Опа, еще один тип. А, она все монеты разыгрывает? То есть вот две, короче. Еще, по идее, еще две должно быть. Так что мы еще что-то можем выиграть. Detector Mo! Угу. Detector Mo. Второй есть победитель. Please decide whichever one you want, and then send an email to diggingcanuck@gmail.com with your mailing address as well as your choice. So right on. All right. Like I said, join me again next Wednesday at 3 p.m. Eastern Standard Time for live coin roll hunting, my birthday stream. You are all welcome. We're gonna have cake, and I'm gonna pick a special coin. Ну почему офигела бы? Тут на самом деле русские появляются, да, я тебя вижу. Максим Рыскулов. Вижу, что ты пишешь. Короче, вот такие охоты происходят у нее каждую среду. Ну, по их времени это как бы 3 часа дня, ну, по нашему времени вот. Сейчас сколько, да? Минус час 16, то есть это... в 11 она начала по нашему времени. If you are watching this in the future, that means you were not here to catch it live, but you're watching the replay. I really appreciate that. Please consider joining us live one day. We have some amazing people in the chat. Wonderful people from all over the planet. So right on. All right. That is officially going to be it for today. Thank you all very much for joining me and taking an hour out of your Wednesday afternoon. I'm going to leave you with this and catch you on the flip side. Right on. Get your official Всё. Digging merchandise at Закончился стримец. Mugs, t-shirts. Да, забавно было, забавно. Remember that every purchase you make helps to support the channel. Check out the link in the description down below. Ничего интересного нет. Ты не из России? Откуда? С Украины? Или откуда-то еще? Ладно, короче. Усё. О, Крамер стримит народную солянку. Чё, пойдем посмотрим солянку-то? Ой, реклама. Надеюсь, изжоги не было? Про нее я взял и забыл. Ну тебя нахер. О, какая сложность! Да.
Ты не подготовлен? Я подготовлен. Причем тут это? Меня шотает как ребенка. Готовка нормальная. Так, что там у меня показывает? 35 Очень. FPS. А ну-ка, давай сделаем Что 720p. сделаю? Какая подготовка должна быть, когда ты... тебя шотает? No camino das pedras. Pasando para dejar un like. Gracias. No camino das Ну pedras. нафиг, ну нафиг, серьезно, ну нафиг. Ну нафиг его. Ну типа обвешаться всякими артефактами, варочки делать. Ну можно сейчас вернуться на кордон и варки делать. Давай ему черканем. Ничок проверим, декодер, ребят, заберем. Будет что годненькое. Декодер 233! В далеком 2006 году уже думали над шифром, поэтому сделали такой. Что-то не вывозит он это 720p 60 FPS. Он тупанул. на декодере. Наверное, придется сейчас качество сбрасывать. Да блин, да достань уже эти. Охренеть, оно тормозит. Вообще не круто. Ладно, что поделать. Стремно так-то прилетит плюха. Изоморфы. Жалко изоморфы. Да что там жалеть-то? Нормально. Сейчас только понять, что он вообще делает. Это что, первый заход в Припять, наверное? А, да, это первый заход в Припять, все, я понял. Такое вообще законно. Пи. Контент 2020. Ща, ребят, найдем. Ну-ка. Так, термосы. Термосы ищет. Открыть дверку, Рабинович. Рабинович можно найти. О, он уже до Рабиновича дошел. Нам до Рабиновича. А, я еще у Гарика-то не узнал. А что толк их искать, если у Гарика-то не узнал? Нам еще херачить и херачить до Рабиновича. Собачий вальс играет. Реально, если ты у Гарика не узнал, то что толку? К Рабиновичу идти вот. Еще можно. Подписчика какая-то третья за эфир. Максим, спасибо вам огромнейшее. Походу я понял. Нормально ты их там, Максим. Полуночный хитрый Джо, привет. Реально полифония. Ни хрена себе они такие пулестойкие. Черти. Реально какая-то это техно или что это херово. Симфония. Подписчик, приветствую, плеер. Привет, ты, друг. Я даже не понял, типа, шо? Ага. Добро пожаловать на канал.
Ой, ребят, после таких шотов от валов, реально это больно. А что ты хотел? Гаусс-пушечка работает. Это же вал тебе. Ой, я помню, как я этих педиков снимал. Все! Хорош! Все, отъехал. Симфония, что за полифония, ребят, это детектор артефактов. У меня чата его нету. Почему? Рабинович нужен. Как это нету? А почему нету? Сложность, если что, горит. 5-я точка. Странно. А, кстати, может, знаешь, что быть? Если ты не из России, там в некоторых странах может чат быть забанен. Ты там откуда, получается? Если Погнали что, уже я из туда, Кыргызстана. Сандакан. Ага, понятно. Штурмовать. Возможно, забанен чат. Симфония еще какая? В таких странах Симфония, вообще ребят, там с симфония гуглом будет. непонятно, что Да ну, происходит. такие жесткие валы. А, ну да, он же из Беларуси, точно. Он не из России. Да, Откуда? Беларусь. Возможно, да, то есть белорусский стрим там может быть. Может, у него какая-то настройка стоит, а может, это С сам дороги. Google делает. Принимай, господи. Печально, конечно. Смешная симфония. Хорошая тамада. Симфония еще лучше. Дай-ка я хоть оттуда приму. О, зря реально, ты что-то туда больно. пошел с этим говном. Вау в голову, вау в голову, вау в голову. Я понимаю, что, но, блин. Там сложные, короче, противники. Я бы даже с 90 пулестойкости так бы не полез напрямую, потому что Гаусска, она это ваншотит. 10, 20, 16, 15, 5 пятого. Гранаты есть? Первый раз такое. Штука есть. Можно туда запильнуть будет, запульнуть. Но я же говорю, возможно, это именно с белорусскими стримами. Я не уверен, но если ты мой чат видишь, Галины, что кто-то идет. а его не видишь, то это, скорее всего, из-за страны. Жив, здоров, Маворик. Понятно, Ходит. тени своей боюсь. За стенкой. Гроза. Ой, да зачем ты на них Нормально, тратишь? Нормально живем. Нормально не умираем, да? Они сидят, Нормально. они тупят Одобряю. там. Но они в трансе, и им боль нипочем. Им вообще по меди. Так бы их отстрелял, да и все. Нет боли, нет духа, да? Нет духа, нет боли. Опа. Монолитовцы. Шел там. В экзаче какой-то. Сейчас какой-нибудь черт с валова. Вот реально этого боишься. Дам-дам. Че дам-дам? Вопрос только, зачем ты туда идешь, скажи, Крабер, да? Для чего? Да, для чего ты туда идешь? Охренеть, он пулестойкий. Какой уровень сложности? Чё за тупизм? Горит точка. Ярче солнца. Опять забыл палец вверх поставить. Охренеть, я прям вспоминаю, как я валил этих тупых наемников, блин. Когда вот с Павликом сражался. Ой, вернее, ну с наемниками по квесту Павлика. Вот такая же херня была. Плюс еще там меня ваншотили.
Откуда? Путы локации. Ребят, впору перепутать многое. Его кто видит? Я только ташканчика вижу. Это могут шить со стадиона. Не получится Ох привет ты от твоего мощный канала был, дядька. передать. О, Да ничего, нормально все. что за терминаторы? Только голова. Только голова. В любом другом случае ты... Ох. Только голова им. А, понятно. Здесь тоже этих неубиваемых Решил ввели. показать, чтобы когда по телу бьешь. Ясно. Понятно. Оно и понятно, оно и правильно. Ничего, привыкай. Что ты, скажи, казуал, что ли? Во-во. Всегда бей в голову. Или как минимум 80% пулестойкости надевай. Где? Да ёпну, где? Пошли за ним. Его тупо нет. Тут бывают еще невидимые враги. Бывают. Где вот он кричит? Убей меня хотя бы, ну или что-нибудь сделай. Только бывают частично невидимые, а бывают совсем невидимые. Где клинок взял? Клинок в темной этой. Вот совсем невидимые, они вообще только в АПшке есть. Как призрак какой-то. Призрак монолита. Ты их вообще не увидишь. Мы еще с ними встретимся в будущем. Его даже в тело добить нельзя. Так, немного шоколадки заточу. Просто когда он уже ранен лежит, это бесполезно. Шоколадка. Нихера ты влетел. Черт! Подожди, я сам как черт. О! Пацан, смотри, что делает. Ночка включена, я так и выше на него. Он, наверное, не меньше пересрался сам. Ценители музыки. О, еще один. Вообще хорошо придумали. Вообще хорошо делает. Что тут на флейте играет? Какой-то тип из чата пишет, зачем в такое играть. В смысле зачем? Ты что, неадекватный, что ли? Так, Харон. Где идол наш стоит, окутанный свечением, припрятал я секретное вечное хранение. Лежит внизу или наверху, того никто не знает. Секрет наш идол Странный сохранит, какой-то. Ему я доверяю. Зашел на стрим по сталкеру и спрашиваю, зачем в такое Задание играть. какой на Титаник Харона. Ух. Ну да. Ежедневник Действительно, доктора. зачем? Болотный доктор жив? Где он будет? Вот это вроде бы. Записная книжка Болотного доктора. Судя по записям, он совсем недавно был здесь. Зачем в такое играть, Вася? Ну, Вася, я скажу, вас никто не услышит, зато меня услышит, типа. А вы Сталкер 2 ждете? Угу. Шкаф не открывается, да? Может, любим эту игру? Наверное. Таник Харон, эта тема, в них много ценного. Да вообще. Таник Харон. О, наши уже пришли. Ой, что тут псевдо делает? Ой, ёпта, доктор! Ой, это твоя собака. Собака доктора. Вот это было внезапно. Что-то я пропустил. Что Он что, творит-то? взял этот? Второй кто? Бля, как Подожди, он? второй кто? Напугал больше. Дневник? пёсика. Я уж подумал, все, первач мне. Собака выбегает. Нет, это доктора. Слушай, устал я. Не до разговора. Пока шел до сюда устал. Ну да, это ж сложно.
Чуть, я ж не знаю, тебе руки аж чуть не онемели нафиг от этой собаки. О, приветствую, приветствую. Давай сохраночку уже, потому что ну, мы долго. Так. На паузе, потому что это война, вот это всякое. Вьетнам, Сайгон, да ну его. Доктор, вы не слышали о заброшенной шахте и шахтере? Он просил у вас кое-что спросить. Я оставил ему осколок монолита. Шахтер? Так он жив, это хороший нос. Я уж думал, давно его нет. Да, ты нес мне этот артефакт. Вот оно как, но шахтер даст его только если я принесу ему какой-то предмет. Это медальон, но у меня его сейчас нет. А где же он? Ты знаешь, ко мне иногда приходят разные сталкеры с просьбой о помощи, но тут я сам обнаружил бедолагу. Здесь в Припяти не повезло одному. Попал под атаку контролера в районе детсада. Но каким-то чудом Поменяли, что ли, квест? не стал его добивать, а пациент выжил. Хотя и находился в очень тяжелом состоянии. Кстати, бандит он был. В общем, удалось мне его выдернуть практически с того света. Оклемался он. Ну, я отблагодарил. Нутро бандитское. Спер у меня медальон и сбежал. А где же я этого бандита найду? Поди его теперь ищи, сыщи по всей зоне. Слышал про раздачу предов от Stalker 2? Есть одно местечко, где можно Не, поискать не слышал. его. Я же его накачал препаратами, да и сам он после пси-удара был не в себе. Вот и нес всякую Ой, да чем чепуху, они могут но там не только. удивить? Как-то раз начал вполне уверенно говорить про какой-то резервный схрон бандитов Борова. Угу. Шахты, что ли, какая-то, вроде так он ее назвал. И вход в Да. него вроде бы был из Темдолины. Прокопали бандосы, видать. Слышал Поменяли про квест? это место. Да, думал, что завалило там все давно. Да, док, я слышал про это место. Лукаш подсказал мне путь туда. Свободовцы раскопали ход со стороны складов. А кое-где пришлось и повзрывать. Значит, ты уверен, что он пошел туда? Да, Да, я понял, что призов. А медальон отнеси шахтеру и привет передавай. Не слышал. Представь себе. Хорошо, док, попробуй, всегда рад помочь. Найти медальон. Доктор, вы здесь? Что вы тут делаете? Здравствуй, Стрелок. Да, здесь, не удивляйся. Смотрю, нашел мою записную книжку. Я там много своих догадок изложил. Ознакомился? Вот, держите вашу книжку. Не читал ее. Не имею привычки в чужих дневниках шариться. Смотрю, и дружков. Эй, дружок ваш тут. Спасибо. Да, Дружок. верный пес. А что дальше собираешься делать? А само видео дружка обосрался-то. Загадок у зоны еще много. Надо идти дальше. Понятно, будь осторожен на своем пути. Кстати, Стрелок, ты говорил мне когда-то, что сделал тайник у монолита. В нем лежит твой старый ПДА и, возможно, еще часть твоих вещей. Если будешь в саркофаге, поищи хорошенько возле монолита. Наверняка в ПДА должна быть интересная информация. Тайник Корона, тайник Меченого тебе. Угу. Тайник Доктора не будет нигде тут. Тайник Добрый вечер, Колечного. Роман, приветствую. Каналу привет. Зачем каштанка? Да страшно было. Шо? Чуть не убили, да. С этим дядькой поговорить надо. Держи от меня! Но дядька пока не говорливый. Ну, пока он воюет. Они зашифровали на своем сайте сообщение, первые отгадавшие получили приз. Видел я эту схему. Там мозги можно сломать, чтобы до такого додуматься. Белые ночи, она вроде хороша, но иногда прям мешает. Ой, как больно! Это голова. Нормально выскочил. Это голова. Самый первый комп получили. Это Вау, да? Ну, Это он. нормальный приз. Нормальный. Магазин, тупо магазин. Ну хотя бы по магазинам у него было. Какой ты мощный. А, это вообще СВУха-то была. Я думаю, что такое тебе тихонько такое. Ой, хорош. СВУха, не СВУха, а залетела нормально. Нормально.
Миша, ты нашел, кому пушки выгодно сбагривать. Сейчас напишем этому пацанчику. Кому пушки выгодно сбагривать. Николай Он еще жив Трофимов. остался. Как они шотают тебе? Так, Третий где? Как они выдают плюхи? Вроде ёбаные. Как они выдают это? Все ради того, чтобы вдруг кто-то, еще третий идет. Ёпта, куча пушек, какая заряженная, какая нет. Все, дядька говорить будет. За доктором бежит. Патроны экономим. Да куда тут экономить-то? Видишь, что в тело происходит. Привет, может помощь какая нужна всякую? Привет, Стрелок. Да, имею по этому вопросу кое-какую информацию. Есть пара-тройка рецептиков, но сам понимаешь. Придется поработать, согласен. Беготня по всей зоне. Да что же все торгаши такие одинаковые-то? Ладно, излагай, что вы, только кратко. Не до того мне сейчас. В общем так. Первое. К Сидорычу нужно передать один уникальный артефакт. Взамен он даст мне кое-какие инструменты. От меня получишь способ преобразования вспышки в душу. У меня Держи арт, он в контейнере. 0,40. Второе. Принеси мне артефакт «Золотая рыбка». А у тебя Я сколько? расскажу тебе, как ее получить из медузы. Третье. Нужно из лаборатории X18 дипломатик один принести. Ученые его там бросили, а по моим сведениям, внутри кое-что очень важное находится. Нужное. За это солью тебе рецептик, как из золотой рыбки получить мамину бусу. Мамину бусу — это хорошо. И есть способ получения батарейки из более простых артефактов. Интересно? Задача нетрудная. Я со Скряга договорюсь о рации. У него есть новая модель броника. Только там что-то не работает. Мне она нужна для исследования. Может, отремонтирую. Отнесешь деньги Скряге. Тогда держи чемоданы вперед. Ох, ёпта! Нагрузили. 3:30, нихера себе. Ну, А чё ты не спишь-то? Ну, понятно, это тебе, когда ловушка всякая. Это все, это нафиг. О, сейф в X18? Или что он там? А, Можно найти или дипломат в можно? Да. X18, понял. Как у вас в городе с профилактикой коронавируса? Не знаю. Не в настроении я нынче трепаться. Ну, какую-то гадость распылили там по городу. Я иду, у меня легкие очень хреново. Выхожу, как будто отрава. Мне кажется, по всему городу. Это потому, что я хожу с шапочкой с фольгой. Я не знаю, какие-то мои приятели, любовь, ничего не знаю. Шапочка с фольгой — это шапочка с фольгой. Порой выходишь и кажется, что тебе правда какой-то травой посыпали весь город. Может бред, может не бред. Конечно, бред, РЕН-ТВ насмотрелся. Погромче сделать? А что, плохо слышно? Всяк потом, наверное, будет. Так, погромче. Сейчас попробуем погромче. Расширенные Не-не, ну нафиг это свойства. припиши. Мамины бусы вот надо было варить, а варку только рецептик мы сейчас получаем, поэтому раньше получить я их никак не мог. Ушечки лежат, снорки бегут. Так нормально? Может, как-нибудь сократить дорогу? Как ты сократишь? Никак. Это выброс из аномалии. Ну так, Так страшно, нормально чётко, слышно? реально. Тебе это... Или что там? Отравят ты нафиг, ты не узнаешь даже ничего. Не поймешь. Припять наша. Вообще. Броника, зараза, не получу никаких. Вон на выход. На всяко пока что работать. У него что-то тихий стрим Лечебный берил, какой-то. еще этому нужно. Что, потихоньку идут? Пойдет. Да.
Ну хорошо. Там наверняка еще военные воюют и после X10. Эффекта минус уши Вновь нету? будем зачищать. А то я просто смотрю Анатолий, по приветствую. ОБС-ке, оно в красную зону, короче, херачит. Новый спавн какой-нибудь. Ладно, я сейчас пока Ух, всяк отойду на надавал минутку. квестиков. Не, ну это солянка что хотел-то, типа, вообще без квестиков было. Выполнил, побежал, обратно к Сидрычу бежать, на кордон теперь. Ну-ка, дай я попробую технику. Техника солянщика. Будет ли это работать? Вы поняли, наверное, уже, что я хочу сделать. Но я не хочу бежать через весь радар, серьезно, мне что-то не очень это. Ну, реально неохота. Скряга, значит, скряга. Сегодня не очень много квестиков выполнил. Вчера нормально было. Скажи, лучше бы ты по лесу пошел. Да кто знает, как лучше. Может, сейчас так быстрее намного будет. Хотя... Вот так вот. Ну хрен его знает. То вот так вот через аномалии влетишь куда-нибудь. Вот так ты к переходику выпрыгиваешь. Это соляночка, где за пределами локации бегаешь. Не, ну это как бы багом, да. Хотя невидимых стенок нет. И че? Выходим четенько на переход. Где-то в каком-то моде вообще в этих камнях были тебе тайники. Кто перешел, скажи. Да ну, они сделали эту защиту какую-то. Да быть такого не может. Не бакафич, не посмотрим. Не, под камнем. Да вы шутки шутите, они реально сделали защиту, чтобы тут не ходил никто. Тут-то зачем невидимая стеночка? Это пасхалка от разработчика, что ли? Чтобы никто не бегал тут? Типа поручите... Когда очень много свободного времени, и лучше сделать невидимую стеночку, чем какой-то квестик. Может, это из оригинала пошло, не помню. Пойдем стандартной дорогой. Так, все. Когда очень много времени. Для чего там невидимые стены делать? Вот даже GSC-шники. Так, он на радаре Для чего? еще уже. Хорошо. Для кого? Как это? Ну, это типа лифт, но это невидимая стеночка. Купол. Аномалия купол называется, который не позволяет тебе проходить. Ты вроде идешь, видишь, что тут нет никакого препятствия, а ты идти не можешь. Все. Каурусу, привет. Все. Аномалия купол. Смешно. Хорошо стрим ведешь. Спасибо огромнейшее. Вчера было шикарно. Сегодня начало. Сегодня подпортил эфир то, что надо было перепроходить. Мод в какой-то момент тебе так пролагал, что не заспавнились там военные. Сообщение не пришло. И пришлось перепроходить все. Ну не все, но бывает. Сегодняшний весь день. Че я могу сказать? Аномалия купол? Кто-то так посчитает. Кто-то так скажет. Роман Стивена Кинга под Аномалия куполом. Фильм с хуёпов. ним. Или Симпсоны. Полнометражка, где они тоже под куполом были. Это фича. Так, что тут у нас? Инстаграм. Это фича? Все. Склады.
Тут нет багов. Тут нет вылетов. Тут нет косяков. Вот фичи. Сплошь и рядом. Тайник свой даже не подбирал, который там нафиг его надо. Фичи. И кабан через всю локацию херачит. Да, конечно, тоже забавно. Арты лежат какие-то уже. Думаешь, да забей. Полифония. По порядку. Ага, перемотку врубили. Да ты чё? Не взрывается, да? По порядку. Блин, печально. Авторская музыка играет. Там. Может даже и мне прилететь. Сяк тебе бабула попросил передать. Говорит, ты ему броник обещал. Не-не. Для Сяка. Да, он связался по рации. Вон, СК-10. Муха не сидела. Только система вывода отходов барахлит. Если обделаешься, по уши в дерьме будешь. Бронька для Сяка. Это хорошо, передадим. Но сейчас я не побегу точно. Че, он Далее. расхерачил этот громкоговоритель? X18. Золотая рыбка. Погнали, тут еще, ёпта, тебе полно. Медальон найти, вот тебе бандит какой-то. Слушай. Так. Шахта. Вход, который ведет из темной долины. Вот это я бы выполнил. Медальончик нашел бы доктор. Вот это хорошее задание. О, к Фриману. Давай. Посмотрим, что там за задание. Сижу, залипаю, Саня. Привет, где первая, третья часть, вижу только. Странный на этом вопрос, канале тебе не за сохраняем долг или за эфиры. свободу? Потому что история была очень печальная. По сохранению эфиров. Я сам по себе. По бану 120 роликов ни за что, ни про что. И кажется, из-за них. На втором канале есть полное прохождение солянки. Как бы неохота, ребят, терять-то. Да, за музыку банят. Это точно. Есть что-нибудь круче Зауруса? Не знаю. На вкус и цвет. Аномалии пространственный, хороший мод. Но если прям именно выбирать долг или свобода, то свобода. Долг мне не очень. К Фриману что-то хотел нам дядька подсказать? Блин, сейчас еще здесь будет авторская музыка. И с Гариком, да, про термосы. Кстати. Да, Любовь, это верно. Это в первую очередь Гарику. А то тоже... Сейчас придется звук вырубать. Побежал опять. раньше времени. Типа помню где-то, да? По наводочке тоже пошел, проверю там кое-что. Ну, пока что их нет, наверное, даже, потому что Гарик, я с ним не говорю. Деревья крутые. Так. Все, пошла музыка. Вот из-за таких вот мне бан, наверное, прилетел. По-любому. Но он сам музыку выключил нормально. Гарик. Хреново, что даже эмбиент не звучит. Так, у меня 5000. Я не знаю. Вот поэтому, когда я прохожу какие-то моды, особенно на стриме, я заглушки делаю на музыку, чтобы не было никаких звуков. Тогда бан не прилетит. Так, Гарик, я знаю, что мне все нельзя. Завадил как попугай. Слушай, что надо-то? Термос, вернее, хочу спросить, где ты его взял. Это секретная информация. Могу поделиться с тобой за 10 тысяч. Мне нужны только деньги, все остальное можно купить. Так, хорошо. Отлично, с тебя 10 тысяч деревянных, и это еще не все. Я курю, так что будь любезен принести мне блок сигарет. Это 10 пачек. Странный погнали какой-то. пушки продавать.
Говорит, меня интересуют только Тайные деньги, все тропы, остальное тайные тропы можно шикарные, купить. ман. Говорит, принеси мне Чуть-чуть сигарет, сделаю, потому блядь. что, ну, тайный троп — это мощь. Концовка хороша в них. Ну вот, ну начинается, ну вот это вот, ну. Да, есть такое. Опять у него авторская музыка играет. Вот зачем ты включил звук, я не пойму, да? Будем теперь без звука смотреть. Субтитров здесь нет, понятно. Пока с бара не уйдет, будем смотреть без звука. Да что с мышкой, твою медь? Что не двигается нормально? А ну есть музыка, нет? Торговля, он их хорошо возьмет. Вроде. Глянь, а сик-то хочет купить-то, а? Народную солянку в детстве начинал, не смог пройти пещеру и забросил. Молодец. Прикольно. А что там в пещере-то сложного? Там ничего сложного нет. Бойных. Опять у него музыка играет. Да что такое? А ну. Нормально. Пока. Ну что, дружище, как оно? Подписочки нет на меня. Печально. Так, Гарик. Курить вредно, деньги Хз, есть, почему? а вот за сигаретами... А чё, сигарет-то что, нет, что ли? 34 бывает. штуки. Мелкий был? Ну это Всё да, есть. это... Конечно. Такое. Ага. Здоровье — это дерьмо коровье. Табак — это всего лишь адаптация к окружающей среде. Так что еще вопрос. Кто дольше в нашем мире проживет, курящий или нет? Ты мне лекции-то по медицине не читай. Да. Давай инфу. Все, инфа. Инфу так инфу. Шо Вот Эрнст я оправдываешься-то? купил, сталкер бывал. Он пришел, принес его из Припяти. Гарик, что ты оправдываешься? Любишь соснуть, так и скажи. А что-то там начинает придумывать. Какие-то адаптации, блин. Скажи, люблю в рот брать. Все. Все. Хорошо. Медальонку пойдем искать. А, Фриман. У Гарика поговорили. Фриман, что хотел-то? Да я тоже что-то хотел поговорить. В баре много. Как это будет слухов о твоих делах. Не знаю, есть ли правда, что это... Текстура инвентаря поехала. Это как? Я не понял, как это. Не понимаю, как это. наемники, потом Гавр, за ним Болт. Да, я вот тут документ для Гавра добыл. Сделай себе копию, посмотри, может быть, ты что-нибудь поймешь? Че молчишь-то? Я вообще подозреваю, уж не засунули ты к нам? Засуны мечный, я и слова такого не знаю. Я на своем задании. Так, для Гавра, говоришь, добыл. Интересно, я, кажется, понял, кто и зачем убил КК. Но мне не хватает некой информации. О, Послушай, уже Мечный, до дело Гавра такое. дошел. В бумагах, что ты принес в моем кейсе, Нам до были Гавра еще когда Пекина почему-то раком. документы Джеймса. Так вот, в них говорится... Ну, в ОПшке о все каком-то квесты как бы сверхсекретной удлинённые встрече там. лидеров наемников. Встреча, как я понял, должна произойти где-то на Темной долине. А нам туда и нужно. Так вот, на этой встрече будет некий Плюс Бленд. еще бессмертные У него с велики. собой должна быть важная флешка. Тебе нужно сходить туда и забрать ее хитростью, силой или подкупом, но флешку нужно добыть. Поторопись, Мечный. Скоро туда должны подъехать остальные лидеры, и тогда нам там плюнуть будет негде от охраны. Деньги нужны? Деньги найдутся, свои зеленые, придержи на потом. Флешек развелось, я смотрю, в зоне. Как говорил один юморист, флешка есть, ума не надо. Ладно, схожу за ней. Надеюсь, она поможет Флешка нам есть, окончательно ума не определить надо. убийцу. Ну да, тут все можно уходить. Сейчас громкость врубим, потому что... ну все, можно врубать. Она не играет. Уверен?
А, нормально. Не Для играет. сяка. Броник. Броник для сяка. Не, нормально. Если мы сейчас побегаем и закроем многие-многие территории. Ну, как многие. Радар хорошо. Припятик здесь прошли. Типа пазлом все должен быть автомат, там часть аптечки, часть чего-то другого, пока не наведешь, не поймешь, что это. О, я тебе скажу, что это ты, наверное, правки ставил. Потому что текстура сама съехать не может. Она вот так может сделать, если ты поставил правки, а там, допустим, конфиг какой-то другой, там просто координаты прописаны другие. Координаты иконок. Либо ты другую текстуру вот этого инвентаря поставил. Короче, если бы ты играл в ванильную версию, у тебя бы такой херни не было. В обычных наушниках ты... Нет, это швак. Никаких поп-фильтров, а если не будет поп-фильтр, то БП вот эти все летят. Освещение на тебя, чтобы было видно хорошо. Ну и пользы от этого никакой не будет. Какой хороший бар. Печальный привет. Обычно только как-то, знаешь, когда подрубаешь. А, ты чё, я ты такой? Что-нибудь какие там вот такие вот сообщения. Я мелкий был Иногда, диск иногда, не оставил. всегда. А, понятно. Самый кринж вообще дикий был, это когда на метрохе. Наверное, там у тебя какая-то версия была с правками. Наша игра. Все. Ты еще скажи, Что-то что хотел этот золотой диск рыбку купил. подобрать его. Вот это вообще будет фейл. Купить бесплатный мод. Это дикий кринж вообще был. Вот и думай. Берешь ты хромакей, берешь ты лампы, софтбоксы, вебки, а тебе говорят, да нафиг она нужна. Опа! Тайные тропы 2 топ, а вот если добавить Autumn Aurora, хороший мод. Рыбку берем. Попали, падлы. Не нужно, Ага. не нужно, не нужно, не нужно. Что-то Да еще 100%. выложить. 100% с правками. А, покупал? А, Таранул тебя пудинг. молодец. Что-то еще было. Прикольно. Что-то еще было. Так, кисть нужна. Арт какой-то я не повесил. Потрошки, потрошки, потрошки. Булыжник и сопливый дикобраз, может быть. Хотя он и так хорош булыжник выложить. У меня дома интернет появился только когда на работу устроился. Ну да, у вас же там Кыргызстан. Это да, это печально. Это такая твердая валюта наша будет на будущее. Мало ли ограбят, Жишка тоже аналогично туда. Золотая рыбка. Это хорошо, это поместим. Хотя, в принципе, у меня до начала этого года тоже был вообще уебанский интернет. Там 8 мегабит было. Я ж поэтому и не стримил, у меня чисто видосы были, потому что 8 мегабит, я один видос чисто, вот который, ну, примерно, да, вот 15 минут, да, видос идет, он у меня загружался минимум часов 8 чисто на YouTube. Чисто загружался. Вот так вот. Переход из темной долины. Бленда найдем. Здорово, не так давно нашел труп бандита. Судя по жетону, Глеб аллигатор на свалке в ангаре. По жетончику? На первых стримах у меня был вообще ебанский микрофон еще. Я надеюсь его как-то настройками выправить, но не получилось. Пришлось брать новый микрофон. Вот этот, который сейчас у меня. Хотя тот микрофон, который у меня до этого был,
Ну что, друзья, у меня очередной сигнал из глубины. Надеюсь, изжоги не было? Про нее я взял и забыл. Пойдет. Ой, ёптать, броньку починил только что. 7, 8, 9. 9 бинтов ушло. 9 бинтов. Жгучий пух, понятно. 9 бинтов на него. Что-то ношусь, как угорел. Дайте успокоюсь немного. Наша любимая лаборатория, да, где нужно тебе как его, вновь артефакты выкладывать. Это прям перфект идея. Ну, хоть ты не чоковый, да уже замечательно. О, пода контакты. Бля, микрофон забыл Вон включить. какая-то метка. Какая-то метка вообще. Интернет, говорю, что-то лаганул. Да, я думаю, что лучше глянуть. Не грузилось ничего, и ОБС соединение потерял. Эй, Нейтрал, я смотрю, ты тут почудил. Наверняка ко мне пришел. Что такое? Жду тебя Чё с за чатом? фабрикой. Подходи. А, и опять он, короче, это мозги парит. Ну вот, он что-то, он мирный такой, он понимает, что можно какую-то пользу изъять меченого. Это проблема с интернетом, что-то это. Вообще печально все. Аномальный бизон. Хорош. О, Фоуч. Фолыч, Я Фолыч. смотрю, ты лихой джигит, раз перестрелял всех моих людей. Хотя они были неплохо подготовлены. Впрочем, это не мои люди. За флешкой, пожалуй. И кто же настучал о ней и о сходке-то? Да ну, чьи же это люди? Насчет стукача это была просто инфа. Да, я за флешкой, ты прав. Я не уйду, пока ее не получу. Эти люди обычные наемники. У меня несколько другой статус, но об этом тебе пока что рано знать. Ты знаешь, что на флешке нет? Значит, узнаешь. Я собирался ее выгодно продать, потому как вся информация на ней липа. Вернее, цель всей задуманной наемниками операции липа. Только не задавай вопросы. Я не смогу на них ответить сейчас. Итак, предположим, всего лишь за 50 тысяч, кое у тебя, как у опытного сталкера, вероятно, имеется, я отдам тебе флешку, и мы расстанемся. В противном случае тебе придется меня убить. Однако, еще неизвестна польза от этого В поступка. полноэкранном режиме В вообще дальнейшем, FPS просел. возможно, судьба еще сведет нас. Деньги ты о чем? Могу расплатить. Да ну. Сколько примерно процентов у Pay 2.1 прошли? Мало. Очень мало, не знаю. Меньше 10. Меньше 10. Немного. Херище квестов просто где. Воу. И там квестик, и там квестик. Unreal Legend, ребят, я не знаю, я про Stalker 2 не знаю ничего. Друзья, все у них будет хорошо, верьте. Они любят эту игру, они понимают всю ответственность, которая у них в плечах. Они нас не подведут. НДА, GC, мы вас любим. Да, хорошая ирония. Верьте в них, верьте, и все будет. Что-то проорал. Меня сейчас кроет Согласен. потихоньку. Я просто гляну видосик, где они отвечали на вопросы, и вот в таком стиле. Да блин, херня Вот в таком какая-то с стиле ответа интернетом, я, реально. ну, прокричал, ну, реально. Ну, там такой ржач был. Просто вот смотришь видосик, как они отвечают на банальные вопросы, это такой ор. Я не знаю почему. Темная долина, радарня. Дипломат. Дипломат-то хорошо.
Это прям вообще Но здорово. у меня смайлики не отображаются в Мне чате. надо найти краденый Квадратики медальон болотного просто. доктора. Его украл пациент доктора, бандит. В бреду он проболтался про шахту, вход в которую ведет из темной долины. Док уверен, что Мадо сбежал, значит, надо обшарить шахту. Кстати, интересно. Меченый, какой меченый. Шахта, пойдем. Что за шахта-то? Тупо, ребят, мы верим, они нас не подведут. Эта локация Всё есть в будет ОПшке? И потоп всемирный тоже будет. От воды в интервью. О! Это ты еще Культаса не смотрел. А, Прикольно шахту сделали. все. Вот Я шахта знаю, круто. что это за локация. Я ее, кстати, подключал к ОП-2.1. Стрекоза, привет. Только я вот не помню. Она дошла в эту сборку, которая... Оу! Тихо, релизная тихо, тихо. или нет. Может, кстати, и не дошла. Но я помню, что я ее Брюшко брал из побираем. солянки и подключал. Столько воды я даже в ледниках Антарктиды не видел. Сколько в последнем интервью было. Столько воды я не видел на планете... Как его? Из Интерстеллара. Ну, короче, где цунами там было. Столько воды я не видел в Марианской впадине. Сколько было в последнем интервью. Не, Столько воды нормально. я вообще не видел. В видосах Культаса не В хуже. ледяном поясе какого-нибудь планеты. О, лютый похититель на свая бегает. Я правда верю. Я уверен, все будет хорошо. Канализация? Шахта крутая. Реально крутая. Я не помню, как я ее назвал. Я помню, что я ее брал. Но я не помню, она есть вот в релизной версии или нет. Люди! Это надо распаковывать все. Можно к вам? Я Смотреть. пришел как не туда. Что за лока? Локация Робоконтакт шахта. главный будет. Угрюмый. Вот это вот, то, что он сейчас бегает, это локация шахта Ну, вроде называется. бы жить В недолго. солянке. А как она называла, как я ее назвал в ОПшке и подключил я Тихо, её тихо, в тихо, релизной тихо. версии, я не помню. Блин, Угрюмый. Угрюмый, не угрюмый. там было радио. Как бы мне, блин, не Ладно, погнали. Там вроде прилетели. какая-то шахта лифта должна Не быть. прилетел бан. За авторский... А, хотя в видео, короче, 6 часов можно вырезать. Нормально. Нормально. Это вообще вниз надо. Главное, чтобы больше 6 часов не было. Stalker 2 графоний. Unreal Engine — это лишь скелет. А мясо мы нарастим. Цитирую. Вроде бы нет ее. А я вот не помню. То, что вы видите ролики по Unreal Engine, это скелет, это такое. Сталкеры, по заявлению, официальным заявлением из интернета. Да, возможно, я ее подключил уже после Мы того, верим. как с команды ушел. Все будет хорошо. Потому что я же Доброй ночи, после Максим, этого всем еще привет, продолжал подключать новые Я шизу локации. хватаю, когда мне про Stalker 2 спрашивают. Шахта лифта какая-то должна быть, и там на дне шахты лифта вроде черт лежит. Арты валяются. Все это ради тайника. Все это ради артефакта. Угрюмый на складах сидит. Ты о чем? Четенько минус бронька, поди. Ты о чем? Ща погоди, я это перезапущу трансляцию. Шахта лифта. ОБС перезапущу. Шахта лифта. Нашли. Все,
Все, я перезапустил, короче, трансляцию. Надеюсь, сейчас будет получше. На! Хотя хз, вон опять желтое все, блин. Доброго Клима, привет, Райзер. Всем привет, ребят. Сталкер угрюмый сидит на складах. Да я в курсе, как бы, что он сидит на складах. Вон, тело. В воде, конечно, не очень удобно идти. Пушечки проверим, чтобы все были в норме. В норме. Главное, чтобы сейчас еще вышли обратно. Да, реально шахта. Прикольненько сделано. В некоторых модах ее использовали тоже. Все. Трифон. Не, я ее точно подключал. Серебряный. Я помню, как я ее подключал. Доктор был украден у доктора, его бывшим пациентом, бандитом. Единственное, я не помню, когда Всё, я ее принести подключал. медальон. На выход, ребят. Алекс, здорово. Раннер его здесь увидел. Я немножко проорал, что этот, как Восток ну, Гейм может делает быть. новую игру на Unreal Engine 4. Я вот не знаю, что это будет вообще. Да что? Как? Опять Что, какая-нибудь типа? донатная помойка. Что это еще может быть? Ну, если они сделают какую-то тебе сюжеточку, то может и хорошо будет. Действительно, главное, чтобы грамотно сделали. Я думаю, что сюжетка пошла бы им на пользу. Ну, такое чисто мнение. Им надо как-то обратно поднять статус. Хороший сюжет. Ну, точно не мультиплеер. Сурвариум 2, да, делают. Короче, не помог перезапуск OBS, все так же лагает стрим. Так, а может тут выйти можно куда-то еще из шахты? Ладно, сейчас он Сейчас выйду пройдет куда-нибудь, шахту, червоно и будем дышу или куда-нибудь заканчивать. еще как-нибудь тебе. Угу, тьму таракань. Сурвариум 2 делают. Сурвариум 2? Арею, скажи, делают, да? Которая, помните, была такая? Это шляпа вообще полная. Кто-то хотел там сделать. Где там тоже мутанты всякие, тепловизоры были. О, неплохо. Лютый похититель на свая. Молодца. А все. Все, да. Че ты думал, запрыгнул? На пику Всё. теперь можно только. Можно, да, сесть на пику. А смотри, Все. выбрался. Вот так вот и надо всегда делать. Что тут хоть будет в этой пещерке? Еще тупик. Окей. Завтра во сколько? Выход вон там, а тут что будет? Вон Я не артефакты. знаю. Лава, чего? Не раньше 3 по Сталкер. Москве, это точно. Давай-ка нафиг лучше обратно пойдем. Но скорее всего позже. Нет, червоно дышу. К вечеру. Да я так шутки шучу. Тьмы таракань тоже как бы нет. А, мне шутить нельзя. Любишь влажные пещерки? Ой, блядь. Восток не загнулся? Да нет, там недавно была фотка от них. Чё пишут в чате? Любишь влажные пещерки? Вроде как живы. Сука. Сейчас что-то я вообще просто по этим тоннелям уже запутался. Учит на пике садиться. Да. Выход Любят нашли влажные нормально. пещерки. Где лава, там арт. Да можно было взять, и я что-то подумал, что не нафиг. Ой. Забавно. И чё? Все пишем, покажи лаву. Угу. Не, нам надо по сюжету идти.
сюжетки. Мы медальон получили. Теперь можем уже на шахтера, считай, выходить. И забирать обратно осколок монолита, который был в начале прохождения. Слушай, приятно, когда ты так вскрыл, грубо говоря, и Ксидру, ой, Ксидру, чё. Давай проверим. Сидрыч, дядька. Как вариант сюда, забытые. Завтра, кстати, пойдем уже по сюжету, то есть пойдем в гостиницу за декодером. И я так понимаю, что это мы уже как раз доктора увидим снова. Да, Крамер отъехал. Ну да, нормально. Значит, доктора увидим и сможем взять этот квест. Ну, там, по-моему, опять же это все растянуто, то есть промежуточные квесты в 2.1 добавлены, то есть мы еще не скоро до этого медальона доберемся. Вот так. До Сидрыча. Чем им там надо было? Контейнер, все, до Сидрыча. Никаких тебе нафиг. Рендер видоса у меня покупать там. закончился. Пойду до Сидра. Хорошо. Сейчас пойду загружать. Ненавижу электро. Да я еще вообще в игру не смотрю, когда вот бегу. По чатику. Ты же сталкер, что-то особо не ожидаешь какой-то. $50 штук. А, короче, все. 20 тысяч надо будет. Ну, где-то. Закругляемся. О, смотри, стрим пошел сразу, как я закрыл хром. Да, какая-то херня с интернетом, блин. Вроде 100 мегабит, блин, а что такой-то косяк. В общем, ладно, Максим Рыскулов, давай. Уже спать уже пора, особенно тебе. Точно этой локи нет, там просто дыра по проход к бандитам. Я эту локацию подключал как бы как отдельную локацию. Когда я ее подключал, еще не было вот этой темной долины из Народной Солянки. Была долина родная. Не было вот этой дырки там. То есть, короче, я не знаю, я вот не помню точно, я подключил ее, эту локацию до того, как я из команды ушел, или после. Если после, кстати, возможно и после, то ее вообще нет физически в АПшке. Так, ну в общем, ладно. Все, давай. Сейчас будем закругляться. Опять я это включил. Ладно, вот так вот надо. Завтра продолжим уже нормально проходить, то есть днем уже полноценно. Уже пойдем сразу в Припять, пойдем, ну и на радар, конечно же, в Припять, на ЧС пойдем. Короче, по сюжету оригинальному Сталкера надо его пройти, чтобы открыть полноценно сюжетные линии ОПшки, ну, соляночные. В общем, все. До завтра и пока.